ищется истины, вот стоящие за всем вот этим, скажем так, кукловоды или там инициаторы всего этого, когда они вот эту персону, что сейчас можно сказать в прямом смысле, да, произошло, да, там буквально раздули вот эту персону, там, я не знаю, чем ее напичкали, уже вообще реально она раздутая была на самом деле, да, там. Я имею в виду Кадырова, пехотинца Путина. То есть там не только его образно вот так раздули, да, что спрятать за ним все действия там российских оккупантов, а уже и на самом деле его там, я не знаю, что, чем его там траванули или что, ну, одним словом. Я в курсе, что происходит, в курсе, как раздувается, зачем раздувается. Это инструмент управления обществом. И они существуют в разных формах. Формами подавления, формами подкупа, формами страха, формами пряников. Форм управления людьми очень много. Огромное количество вариантов, как можно управлять не только человеком. Даже одним человеком управлять сложнее, гораздо проще управлять массами. Потому что общность под воздействием масс люди начинают совершать одни и те же шаги. Некоторые потому что, чтобы не казаться глупее, третьи, вторые говорят, что чем мы хуже, третьи просто примыкают, четвертые любопытные, а в целом все это образует большое количество толпы. Поэтому Россия имеет длительный опыт управления процессами и влияния на народов, а в каждом народе находятся свои отщепенцы, в каждом народе есть свои предатели. Моя страна не исключение. Да и все страны мира кто-то где-то кем-то как-то управляется. Выживают только те страны, куда приходят настоящие национальные лидеры, которые умеют сопротивляться. Все остальное, нации, которые не умеют сопротивляться и выживать в экосистеме, нация обречена на уничтожение. Да, соглашусь тоже. Ну, к сожалению, вот, да, говорите. Ну, я думаю, потихоньку можем переходить к плавным обсуждениям различных тем. Да, я просто вот дополнение, да, вот вами сказанному. В нашей ситуации, наша, скажем так, главная проблема, да, и там козырь в руках русской империи, русских имперцев, это вот этот религиозный фактор, то есть религиозно-исламский фактор, с помощью которого... Да, можете тоже. Дело в том, что, Ибрагим, Россия слишком заигралась с исламом, и таким образом Россия стала на путь катастрофы. Ну вот многие иногда обвиняют Армению, что мы какие-то там, мы вообще ненавидим ислам там или так далее. У Армении очень большой опыт сосуществования, да, с исламом. Вопрос не в исламе. Вопрос, кто как этот ислам использует, как его превращают в орудие, в инструмент и так далее. А Россия, будем говорить так, на своей собственной территории никогда, за всю ее историю, она никогда не исламизировала свое государство. Сейчас в некоторые регионы Северного Кавказа ты приедешь, человек может себя ощутить где-то в арабской стране или в Турции. Я уже не говорю про то, что большое количество последователей в Дагестане появилось
серых волков, террористическая организация, которая контролирует военная разведка Грузии. Это, извиняюсь, Турции. Вот. На своей территории никогда такого не было. Да, как бы цари использовали там северокавказский фактор, исламский фактор, как-то находили какой-то баланс, но чтобы радикализировать, чтобы и исламизировать, а я вообще не понимаю, что происходит сейчас на Северном Кавказе. Это прям... Ну, я скажу вот так вот честно, что я видел на Северном Кавказе. У меня на Северном Кавказе много друзей, даже приезжал там, на свадьбах был. Вот. Идут молятся, выходят с мечети, идут, забивают и курят план. Потом идут, бухают. Я как бы не особо вмешиваюсь, не мое дело. Но я им как-то сказал: ребята, а смысл ходить в мечеть, молиться Аллаху и через 15 минут все нарушать? План покурили, косяк забили, водку выпили, да еще и нередко после этого еще и мордобой. Я вообще не понимаю. Извините, я вмешаюсь, но приветствую. Тут один момент. Если бы они не грешили, Аллах бы непременно уничтожил и создал бы другой народ, который грешит. Ну, понимаете, Ну, я как бы не... это как бы предписано идеологиями сейчас было озвучено. Не, я просто ребятам говорю, я не понимаю вас. Если вы чтите что-то, идете в мечеть, ну, это там, я там не желтый пресс, это то, что я видел своими глазами. Я просто им говорю, смысл все это делать, если потом вы идете и все это, я не знаю, уничтожаете. Но если вы верите, верьте. Если вы делаете понты, что верите, ну, почему это понты? Потом чуть чего там, во имя Аллаха, во имя того, послушай, во имя Аллаха гашиш не курят, во имя Аллаха водку не пьют. Это я не понимаю. И это ведь активно внедряется, активно. Исламизирует, за этим стоит Саудовская Аравия очень сильно. Она очень сильно такие вещи финансирует. Россия же начала заигрывать. Она заигрывать начала не только с исламом, притом без большого опыта. Она, смотрите, до чего довела саму себя, да? А она еще и заигрывает с террористическими организациями. С талибами, Хаят Тахир Аль-Шам, ну и с другими, да. То он был террористом, они с ним воевали с 15 года. Теперь он вдруг законно избранный премьер-министр, который убивает алавитов, убивает христиан, убивает курдов, массово женщин, детей. Я вообще не знаю, как женщин, детей можно вообще трогать. Я сам прошел не одну войну. Для меня даже женщина и ребенок врага — это гражданское лицо, на которое я никогда в жизни руку не подниму. Как можно вырезать, я не понимаю. И они вот сейчас с ними строят отношения, да. Вот. Поэтому я хочу сказать, что вот это все, то, что сейчас они делают, это приведет к одному большому взрыву. Просто приведет к взрыву. И ладно, ислам оставили в одной стороне. Так они начали еще заигрывать с другим миром, так называемым тюркским миром. Хотя уже как так называемые их близкие союзники, и как они говорят, наши родные народы на территории России, там башкиры, кумыки, калмыки, там мордва, там чуваши, ну, в общем, все тюркскоговорящие народы, Хакасия, Ямалы, немцы и так далее, татары. В общем, все они уже спят, видят себя в Великом Туране. Их же близкий союзник Казахстан, их близкий союзник Кыргызстан, они уже в Туране. Их так называемый хороший друг Узбекистан уже в Туране. То есть у меня ощущение, что в России сегодня запустили большую группу агентов в правительство, которые убивают сами себя и в скором времени приведут страну к развалу. В
Первые, где это, как всегда, вспыхнет, это будут такие республики, как Татарстан, Башкортостан, Северный Кавказ и так далее. Но, честно говоря, я не совсем могу понять там, вот разговариваю там с некоторыми аварцами там и другими ребятами. Они так топят за это СВО. Я говорю, у вас уже в Дагестане скоро мужиков не останется. Уже вон у осетин там почти ничего не осталось. Вы-то что, такими прямо это стали? Вот. То есть то, что сейчас в России происходит, вот этот инструментарий. Но тут, скорее всего, суть в этом. Поскольку А можно коротко, как они комментируют вообще свою вот эту вот борьбу, скажем так? с украинцами... Да. Что их мотивирует? Ну, во-первых, посмотрите, я вам скажу так. Вот если мы возьмем зарплату военного в Украине, даже майора, у него зарплата 20-30 тысяч гривен, это там где-то в районе, там, ну, я не знаю, там 600-700 там, тысяч долларов. Это офицеры. Зарплаты у украинских военных очень маленькие. Основная часть это такая, много очень добровольцев и так далее. В России подписание контракта стоит от 5 миллионов до 7. Это просто подписать контракт. Просто подписать. Плюс 200-300 тысяч в месяц. Сейчас уже говорят и того больше, да? Это пехота. Чтобы я не видел, туда люди идут, кто от кредита бежит, кому деньги нужны, кто-то уже задыхается, не хочет работать на заводе за 40 тысяч рублей, за 50, там, за 60. Они идут получать 200-300 тысяч рублей, да? Это серьезные деньги, так более-менее для России. Плюс контракт 5-7 миллионов. Ну, плюс, если его прибьют, ну и семья там еще получит денег. То есть, помимо контракта, и еще примерно столько же там получат, да? Итого, вот тебе 10 лямов, сотка баксов. Они таких денег не то, что не видели, даже о них и не слышали. Только в кино могли, в американских фильмах видеть. Добровольцев, прям которые пошли, мы добровольцы пошли, все это пропаганда. Все идут за деньги. Массово за деньги идут. Они получают все деньги, а потом из себя корчат героев, дают интервью, мы за матушку Россию и так далее. И мне там очень смешно, когда в Дагестане мне ребята рассказывают, что они прям такие патриоты. Я сказал, хорошо, патриот, никаких вопросов. Ты сколько получаешь денег на заводе? 50-60 тысяч? Пожалуйста, иди запишись добровольцем, скажи, я патриот, я не за деньги пришел воевать за 50-60 тысяч. Не идете же за 50-60 тысяч воевать? Например, смотрите, я опишу даже так. У нас, в отличие от Украины и России, нашу войну, знаете, против нас воевала Турция, Пакистан, арабские террористы, помогал Израиль, а Россия вообще прекратила все поставки оружия в Армению. То есть мы фактически столкнулись с 5 странами. Это арабский мир, это Пакистан, это Турция, это Россия, но она не воевала с нами, но зато сделала все, чтобы к нам ничего не пришло. Арабские террористы, это Ан-Нусра, это также Хаят Ашам, Я Мурат буквально Султан. коротко. Их присутствие тоже там было, да, во время вот этой войны? Да, турки воевали. Турки потеряли, чтобы вы знали, там азербайджанцы. Вы смотрите, если вы слышали заявление Эрдогана, они воюют между собой сейчас, русские и турки между собой сейчас соревнуются. Благодаря кому война так завершилась. Дугин говорит, что без приказа Путина, такого бы, без поддержки Путина, войну бы никто не выиграл. Ну, во-первых, они войну не выиграли. Я потом расскажу, почему считается, что война не выиграна. Значит, Дугин говорит вот так. Эрдоган говорит, Турция была в Карабахе. 85-миллионная Турция против 120-тысячного карабахского народа, арцахского народа, 120 тысяч. И 2,5-миллионной Армении. 10-миллионный Азербайджан, 85-миллионная Турция, огромный Пакистан, технологии Израиля, помощь России,
которая вообще нам ничего не поставила, даже нарушив все договора и обязательства и так далее. И они тут кричат, объединились 5 огромных стран в совокупности там, ну, больше там 200 миллионов, да, наций, почти под 300. Объединились против 2,5 миллиона Армении, воевали против нас 44 дня и почти ничего не достигли. Почти ничего не достигли. При этом потеряв 22 тысячи убитыми, огромное количество. Только турецкого спецназа было убито 1650 человек. 82 человека пакистанского спецназа, около 2500 арабских террористов. Вот. И они говорят там о какой-то победе и так далее. С нашей стороны погибло всего, я не занимаюсь никогда пропагандой, было бы больше, сказал бы больше. С нашей стороны погибло, вот новые данные, которые уже несколько дней назад опубликовали, 3930 человек. Для Армении это гигантская цифра. То есть для нас каждый солдат это смертельная потеря, горе. Но теперь представьте, 22 тысячи тех, сколько турок там и так далее, да? И теперь они совершили, что побил. Но я хочу о чем сказать. Смотрите, в отличие от России и Украины, у нас личный состав, 70% военных это сверхсрочники. 18-20-летние пацаны у нас проявляли чудеса храбрости. 18-20-летние ребята. Вот если будете в Армении, я вас повезу на Яраблур, это у нас мемориальный центр такой. Значит, 70% это сверхсрочники, это пацаны. Пацаны. Сегодня в России, как только они хотели взять сверхсрочников, во-первых, мы видели в Курской области, как сверхсрочники там обосрались и пачками сдавались в плен. В Украине хотели взять сверхсрочников, поднялся скандал, шум, сверхсрочников не трогать, матеря на уши встали. Наши добровольцы, все, кто шли, мобилизованные добровольцы, получали, единственная их зарплата была, им на работе сохраняли всего лишь 50% заработной платы. Никто за деньги воевать не шел. Многие просто бросали работу, шли воевать. Вот вам разница и психологии, и философии, и всем остальном. И как бы долго на эту тему я говорить не хочу. В том народе, где не воюют военно обязанные от 18 до 20 лет, говорить о каком-то боевом большом духе не то, что не могут, но даже и не смеют. Вот. И это касается и Украины, и России, и всех других стран. И даже в Азербайджане сверхсрочники почти там не были. У них сверхсрочников всего там процентов 10-15, 10. И то, как бы они были не на передке. В основном у них контрактная профессиональная армия. Да. У турецкого спецназа это все контрактники, все прошедшие натовские школы и так далее. Но представьте, что из 4000 турецкого, ну не 4, там 3 с чем-то тысяч, там 3500, 3600. Ну даже если взять 4, из 4000 элитного турецкого спецназа 1650 были уничтожены. Вторая армия мира. Да? Отличались они от азербайджанских военных одной вещью. У всех азербайджанских военных были удостоверения потрепанные, старенькие, а у всех турецких военных и у пакистанских удостоверения были новенькие, как только вчера вышли из типографии. Ну и немножко они отличались внешне там, и так далее. Вот. Поэтому тут, когда говорят, там, все это воздвигают, и там мне на Северном Кавказе, там, некоторые ребята говорят, мы там за СВО, там, мы за... Я вообще, честно говоря, у меня в голове не укладывается. Хорошо, ладно, там воюют за какие-то там базары между собой. Это же там не то, что там, как многие думают, там, фашисты, националисты. Там свой расклад. И потом эти ребята говорят, вот этого расклада ни копейки в карман себе не положите. Как там олигархи грабили, как здесь олигархи грабят, так и будут грабить. Вы всего лишь решаете чужие интересы. Вы свои интересы не решаете, ребята. Ну, идите вон. Ну, сколько уже на Северном Кавказе ребят погибло? Сколько? Уже очень много. Очень. Это страшные цифры. Вообще, сегодня британская разведка Ми-6 дало информацию, что уже 900 тысяч убитыми и ранеными. Притом легко раненые, контуженные, легкие ранения, туда не попадают.
Это список только тяжело раненых и убитых. 900 тысяч. Вдумайтесь в эту цифру. И это дееспособное население, которое еще может и детей рожать, и работать, и пользу приносить, и экономику строить. 900 тысяч просто кто-то убит, кто-то стал инвалидом. А как живут инвалиды в России, мы тоже все знаем. И даже инвалиды войны. Их вспоминают только 9 мая. Вот. Поэтому я хочу сказать, те игры, которые начали они там исламизировать свое общество, Туран и так далее, это приведет, поверьте мне, в краткосрочной перспективе к очень серьезному краху. Очень серьезному. Это будет очень серьезная большая проблема. Во-первых, эти ребята начинают уже сами злить, будем говорить так, русских. Могут в центре Москвы встать, коврик положить, начать молиться. Русские это видят, злятся, начинают ненавидеть. Как бы такими действиями Россия только возрождает и взращивает ненависть внутри своего собственного государства. Я просто хочу сказать, они в политическом плане не совсем дееспособны. Они сами не знают, что творят. Вот просто сами не понимают. Ну и последствия в результате этого будут. Последствия в результате этого будут и очень серьезные. Если растет исламизация в России, в первую очередь это делает Саудовская Аравия и другие иностранные спецслужбы. Это 100%. Но не знаю, русские то ли этого не видят, то ли этого не понимают и так далее. Но такого роста, как сегодня сейчас, ну, на Северном Кавказе такого никогда не было. Прям вот так жестко и так сильно, и в Чечне вот так вот яро все это пропагандируется, все это делается. И я, честно говоря... 1500 мечетей, Владимир, 1500 мечетей нам построили. Вот Где? В недавно, России? 1500. Нет, в Чеченской республике. В Чечне 1500 мечетей? Вот 1500-ю, когда достраивали, это был А такой, зачем как... столько мечетей? Там столько населения нет. Ну вот, хороший вопрос. Зачем? Но это То вот есть, то, о чем я говорю. Это то, о чем я говорю. Строят серьезный инструмент, и это инструмент зомбирования. Совершенно верно. Но, к сожалению, вот у нас тоже огромный опыт, мы через себя вот это все пропускаем, потому что именно на нашем обществе это все применяют, да, там экспериментируют. И вот с 90-х, Ну, русские середины тоже над 90-х. своими экспериментируют, не только над вами. Да, да, ну я думаю, это там побочные эффекты, как бы уже, как говорится, лес рубят, щепки летят. Но все-таки изначально это фокусировано, у них сконцентрировано именно как бы на нас было, потому что вот это наша независимость с 91 по 4 год, как государство, когда мы жили вполне успешно, экономически развивались от Российской Федерации вообще в Российскую Федерацию мы и не входили после развала вот этого Советского Союза. Как мы знаем, автономные республики были уравнены в правах на точно такое же самоопределение, как и союзные. Я в курсе, я встречался в 90, точно сейчас не скажу, или 92 или 93 год. Джохар Дудаев приезжал в Армению по одному вопросу. И я был с ним на переговорах. Ну вот вы можете как бы сам как свидетель, да, абсолютно у нас никаких вот этих религиозных там зашкаливаний, да, мы вообще полностью далеки были от этого. То есть у нас абсолютно светское национальное государство Да, было да, я полностью... помню. И Джохар Вот. Дудаев, он тоже был, он верил, но он был достаточно светским человеком. Кстати, очень умный и очень эрудированный человек. Я был с ним на переговорах, очень адекватный. Понимаете, в
большинстве стран мира, где радикальный ислам, вот прям радикальный, все эти страны глубоко отсталые. Это уводит назад. Может быть, ислам, никаких проблем нету, но радикализация общества приводит к застою, потому что ты от многих вещей должен будешь отказываться, в том числе и в сфере науки. Ну вот я вам расскажу как пример. Это не в том плане, что там кого-то я хочу ущемить или еще что-то, нет. Я расскажу пример, там я очень много был в Ливане. В Ливане очень влиятельная армянская диаспора. Очень много наших военных, генералов там армян. И Ливан разделен на 3 зоны. На христианскую, суннитскую и шиитскую. Когда, вот смотрите, вся там везде, где христианская зона, это как, ну будем говорить так, побережье Италии. Все красиво, все свистит, все блестит. Люди живут спокойно, никаких проблем. Бары, ресторан, ну, европейский центр. Как только ты едешь в сторону аэропорта, проезжаешь первый же блокпост между христианской зоной и суннитской зоной, сразу блокпост. Ты въезжаешь в зону суннитов. Ты въезжаешь, и первое, что тебе бросается в глаза, света нет, ничего нет, все в очень плохом состоянии и так далее. Дальше проезжаешь суннитскую зону, въезжаешь в зону действия Хезболлы, шиитскую зону. Въезжаешь в шиитскую зону, там еще хуже. Еще хуже. Есть успех, например, развитых исламских стран. Ну, Эмираты возьмем, там, другие арабские страны. Например, Индонезия. Там такого радикализма нету. Да, верят. Но вот прям есть отдельные группы фанатов. Но в целом вот такого, даже как в России, сегодня нету. Если бы у них было бы сегодня как вот в России даже, да, они бы ничего не достигли. Поэтому я говорю, что вот в России применяется именно такая глобальная радикализация. Вот вы мне сами подтвердили, что 1500 мечетей. 1500 мечетей для маленькой Чечни, я не понимаю, зачем. Если бы там было бы, какое там население в Чечне сегодня? Примерно. Ну, где-то около 1,5 миллиона. 1,5 миллиона, то есть на 1000 человек, даже меньше, одна мечеть. Это безумие. А нельзя эти деньги пустить было на образование, на здравоохранение, на культуру, на искусство, поэзию, на историю развивать там и так далее. Развивать науки и так далее. Нельзя эти деньги туда Ну, пустить? тогда там же будет нормальная жизнь, там народ будет нормально жить, процветать, будет развиваться, будет, я не знаю, становиться на ноги. А это кому нужно? Чеченцы талантливый народ, они и в бизнесе талантливые люди, я много ребят знал чеченцев, и в бизнесе талантливые, и в спорте талантливые, и военные хорошие. Это талантливый народ сам по себе. Но так как сегодня загоняют в такую ситуацию, это, конечно, недопустимо. Но, с одной стороны, вам это на руку пока. Потому что если так дальше будет идти по всей России, это все закончится, то, что это все взорвется. Россия сегодня, вот если возьмем такую ситуацию, если сегодня ситуация какая-то резко взрывается между Чечней и Россией, Чечня имеет, грубо говоря, там почти 40-тысячную, 50-тысячную военную группировку с опытом боевым, хорошо обученных. А это уже надо отвлечь на 50 тысяч группировку, нужно отвлечь примерно там в нынешних условиях, нужно отвлечь, ну, минимум 300 тысяч. Минимум. А поскольку уже Россия понесла большие потери, качественной армии сегодня нету. Но это не потому, что там Россия не может воевать, нет. В любой войне, которая идет интенсивно и долго, первая армия, которая вступает в бой, вот основные профессиональные подразделения, они заканчиваются. В течение определенного времени они заканчиваются. Потом идет второй эшелон армии. Второй эшелон всегда будет слабее первого. Третий эшелон
военных будет слабее второго, четвертый слабее третьего и так далее, и так далее. Вот, поэтому ту информацию, которую я, например, с Украины знаю, там мне говорили, там, по-моему, Ивановская или какая-то там, не помню, 98-я дивизия. Вначале была боеспособная дивизия. Сейчас, когда берут в плен, там уже тех, которые начинали эту войну, уже таких нет. Там уже кого только не берут. Ну, десантник. Вот. Поэтому я считаю, что самая большая страшная ошибка России была войти в эту войну. Отбросили себя на 100 лет назад, убили экономику, потеряли огромное количество людей. Я вообще не понимаю. А по сути, два славянских народа, да, которые даже не смогли между собой договориться. Хотя и на Кавказе, да, у народов Кавказа есть противоречия. Но границы так распилил, она создала такую систему, империю, что эти конфликты должны быть постоянно. Это тоже искусство управления, и, как называется, разделяй и властвуй. Вот разделили там ингуши, чеченцы, кабарда, осетины. У всех есть проблемы. У всех. На Северном Кавказе у всех. Это искусственная вещь. В тот день, когда Северный Кавказ объединится, народы Северного Кавказа, это будет уже проблема. А чтобы такой проблемы не было, надо разделять. Это надо разделять. Так же, как разделили наш Южный Кавказ. Один в один тот же сценарий. Один в один. То есть все делается искусственно. Когда империя смотрит, что она теряет своих вассалов, она начинает их стравливать. А в нужный момент станет на ту или на другую сторону. То есть мы должны понимать, что тут ничего антироссийского нет. Мы обсуждаем вещи, которые наверху, на поверхности, как это все есть там и так далее. Поэтому я думаю, что то, что делается в Чечне, и даже депортация чеченцев во время Второй мировой войны, да, незаслуженная депортация, крымских татар, незаслуженная депортация. А историческая память у народа всегда живет. Знаете, вот это поколение вот сейчас так, а вот следующее поколение, она проснется, будет другой взгляд. Даже у русских будет другое поколение, другой взгляд. У всех поколений рано или поздно просыпаются. Тут самый главный вопрос, Ибрагим, это поздно проснуться или вовремя? Это основной вопрос, который стоит перед нацией. Перед нацией. Поэтому мы стоим вообще сейчас на пороге огромного передела мира. И думаю, что большой, как говорится, шухер и кипиш на мировой карте мира он будет, и никуда никто не денется. Это однозначно. Мы видим то, что происходит. Мы видим, как большие страны могут слить более маленькую страну, плюнув на ее суверенитет, плюнув, насколько она потеряла жизней, решают так. Поэтому, когда, знаете, многие говорят, что там вот запрет ядерного оружия, запрет того, например, я считаю, что Армения обязана иметь оружие сдерживания, потому что у нас такое окружение, помощи мы никогда ни от кого не получаем, всегда воюем сами. И такое поведение больших стран создает предпосылки для того, чтобы разные другие маленькие государства стремились обладать таким оружием, чтобы суметь себя защитить. То есть они сами это порождают. Это сами порождают. И такое настроение у многих стран все больше и больше растет. Ну, например, говорят, что Израиль имеет право держать оружие, потому что он прошел через геноцид. Я всегда говорю, Армения тоже прошла через геноцид, мы тоже должны иметь это оружие. Теперь вопрос, Украина имеет право держать ядерное оружие или нет? Я говорю, безусловно, имеет право иметь ядерное оружие. Другие страны, которые всегда подвергались нападениям, имеют право держать? Или чтобы их кто-то обеспечил безопасностью ядерного зонтика, имеют право? Конечно, имеют право. То есть я хочу сказать, что мир никогда не был справедливым.
Мир никогда справедливым не будет. За свою справедливость необходимо драться самим. Никто никогда никому не поможет. Вот Украина вам пример. Посмотрите, как это сливается. И мы станем свидетелями с вами на наших глазах, Украина будет слита. Это не означает, что украинский народ перестанет воевать. Украинский народ в большинстве своем будет воевать, продолжать до последнего. Но мы говорим о поведении других стран. Та же Европа. Та же Европа привела на голову нашу всех Вторую мировую войну. Когда отдали Судетскую область, Италия, Франция, Германия, Англия, США договорились по просьбе Гитлера. Он сказал, что нет, США не было, Англия, США, Франция, Германия. Значит, США выбираем, Италию. Договорились, отдают Судетскую область Чехии, и Гитлер говорит, если вы мне отдадите Судетскую область, и я защищу там проживающих немцев, никогда больше войны в Европе не будет. Как только ему отдали Судетскую область, через 2-3 месяца началась Вторая мировая война. И он пошел дальше. Европейцев это ничему не научило. Вот это ничего не научило. История. Русских тоже этого не научило. Вот они сейчас добились что? Они добились того, что Германия впервые с 1945 года получает огромную независимость. И на наших глазах мы увидим все с вами, как будет разрастаться немецкая военная машина. Германия уже планирует $1 триллион на вооружение. Это беспрецедентные цифры. И мы увидим, как Германия станет Германией заново. Вот это мы все увидим. И русские напрасно этого недооценивают. И Европа будет вооружаться. То есть последние годы Россия совершает огромное количество ошибок. И сейчас ложится под Соединенные Штаты, Китай и Китай. И Китай уже свои зубы показал, отказавшись от российской нефти. То есть мы сейчас с вами стоим на пороге большого передела. И эти переделы, возможно, приведут к большим серьезным конфликтам во всем мире. И мы с вами в стороне не останемся. Ни Россия, ни Армения, ни Чечня, никто в стороне в этой большой войне не останется. Да, согласен. Ну, уже, можно сказать, не остаемся. Ну, это начало всего плохого. Пока только начало. Дальше будет хуже. Дальше будет падение благосостояния народов. Уровень жизни будет все хуже и хуже. Люди будут хуже и хуже жить. Экономика будет падать. Во многих странах будут происходить социальные революции и так далее и тому подобное. То есть я говорю, мы сейчас живем в самую плохую эпоху перемен. Как говорят китайцы, не дай бог жить в эпоху перемен. Вот мы, наше поколение с вами, эту эпоху застало. И теперь выживут только те, кто сумеет сопротивляться. Только тот народ, который будет монолитный. Все остальные шансы на успех будут иметь крайне маленькие. Да, нельзя не согласиться. А можно вопрос? Вот как в Армении относятся вот, к русско-украинской войне? Не на официальном уровне, а так вообще гражданское там, общество. Но после войны 2020 года наше общество сейчас больше половины на стороне Украины. Больше половины. Хотя украинцам тоже не прощают поздравления Азербайджану, они не понимали, что эта война в 2020 году была подготовкой к войне против нас. Они этого не понимают. Ну, нет, некоторые стали уже понимать, я и разговаривал с некоторыми людьми из аппарата президента Зеленского там, и со многими военными. Они сейчас стали понимать, что реально эта война была прелюдией. Основная цель войны была помочь Азербайджану пробить дорогу
через нашу территорию в Турцию. Это была основная цель войны. Но вот представьте, такая машина была задействована, и эту дорогу они пробить не смогли. Они даже приблизиться к этой дороге не смогли. Даже приблизиться. И планы России и Турции по пробитию этой дороги умерли. Наша армия встала там намертво, уничтожила большую танковую группировку и не пропустила их в район Мегринского участка. Просто не пропустила. Вот теперь представьте, да, столько стран, столько технологий против нас. У нас запасов по боеприпасам было всего на 2 недели, но воевали мы 44 дня. А у них шли постоянные поставки через территорию Грузии, самолетами с Израиля, с Пакистана. Все к ним шло бесперебойно. Через территорию Грузии шло очень много. Вот. А к нам не шло ниоткуда, все границы были закрыты. И вот мы в такой ситуации не позволили осуществить их стратегический замысел, пробить дорогу Азербайджан, Армения, так называемый Сюник, да, мы называем Сюник, Зангизур этот участок. Значит, Азербайджан, Армения это Сюник, Нахичевань, Азербайджан, который, кстати, в 22 году был Лениным и Троцким передан в Азербайджану, отняли у Армении эту территорию и передали по договору с Турцией Азербайджану. И вот через нашу территорию Баку, Армения, Нахичевань, Турция хотели пробить эту дорогу на юге Армении. И даже в этом случае ничего не получилось. Вот ничего. Эта дорога до сих пор закрыта. Конечно, мы войны не избежим. Война в ближайшее время начнется. Опять за эту дорогу. Уже конкретно за эту дорогу. Раньше они все начали с Карабаха. Потом решили через Карабах, юг Карабаха пробить эту дорогу в район Мегри вышли. Но там наша армия их остановила. Вот сейчас они будут опять это делать. Эрдоган недавно заявил, сказал, как только мы закончим Сирией, мы возьмемся за Армению. Ну, посмотрим, как он возьмется. Армения это ему совсем не Сирия. Здесь парадного марша не будет. Конечно, силы будут неравны. Конечно, будет катастрофически трудно. Возможно, Извиняюсь за вставку. Эрдоган тоже все любит брать ртом, как Путин. Что, я не расслышал. Эрдоган тоже любит все брать ртом, как свой брат Путин. Ну, да, любит брать он ртом. Но, тем не менее, в Сирии его проект прошел. В Ливии его проект военный сработал. Но там сирийская армия просто не сопротивлялась, она просто бежала. С крокодилами ров нужно вам на границе построить. Что? Ров с крокодилами, бетонная стена, как евреи сделали. Но посмотрим, сейчас еще такие процессы начались в Турции, мы видим, какие митинги идут. Возможно, он и не удержится у власти. Дай бог, как говорится. Знаете, как бы я сказал, как я думаю, пока Кавказ не объединится, поодиночке нас будут мочить и в сортирах, и в других местах. Согласен. Но я вам скажу, вот, например, такую вещь. Когда Джохар Дузаев прилетел в Ереван, мы были на переговорах. Но, к сожалению, тогда, я не знаю, почему Шамиль Басаев решил пойти воевать на стороне Азербайджана. Не знаю. Он приехал там попросить забрать пленных, и там несколько убитых. Мы можем предполагать только, вот Азербайджан ассоциирует себя тоже с мусульманами, как и наш народ. Скорее всего, да. Когда, вот я скажу так, когда брали пленных, я ребятам задал вопрос, да, чеченцам. Я говорю, послушайте, вы вообще нашу с вами историю знаете? Нашу армяно-чеченскую историю, которая уходит веками назад, когда еще Азербайджана не было.
мы вам что сделали? Вы зачем воюете? Они говорят, брат, ничего личного. Они говорят, мы готовимся воевать с Москвой, мы с ними договорились, что весь трофей наш, мы его забираем. Я говорю, ну это же неправильно, за трофей приезжать, убивать другой народ, который отстаивает свою независимость. Как неправильно? Владимир, Четвертую суд, 24 аята, прочитайте. Владимир, я просто коротко. На стороне Армении же тоже воевали чеченцы. На стороне Армении нет. В Первую войну было два чеченца, они здесь служили в 7-й армии, офицеры были. А они воевали не за деньги. Они здесь служили несколько лет, им понравилось, у них здесь были друзья и так далее. Когда Советский Союз распался, они не уехали домой, они сказали, мы останемся, поможем вам. Потом уехали в Чечню. Вот, и были, 1,5 года были здесь. Не 1,5, скажу меньше, с 91-го по почти конец 92-го. Вот, были здесь, да, достаточно хорошо себя проявили, было 2 чеченца, да. Нет, потом Шамиль Басаев ушел из Азербайджана, он там долго не воевал. Когда он посмотрел, как они бегут, бросают раненых, есть даже, кстати, вы можете найти выступление Шамиль Басаева, почему он ушел из Азербайджана. Он сказал, за них воевать никакого смысла нету. Да, я тоже слышу. Да. И вот я хочу сказать про Дудаева. Он когда приехал сюда, вот говорит, меня послали наши старейшины, Аксакалович, послали к нам, к вам, надо забрать вот ребят и там несколько человек пленных было, надо забрать. Мы сказали, что то, что найдем, никаких проблем нету, пленных вам передадим. Он не угрожал, что с армянами в Грозном что-то сделаем. Никогда такого разговора не было, что мы там это сделаем, мы там то сделаем, если не отдадите. Угроз не было. Он приехал попросить. Он сказал, если можно, я вас прошу, меня, видите, послали наши старшие, я должен эту миссию выполнить. Мы сказали, никаких проблем, заберите, только просьба, пожалуйста, чтобы здесь никого не было. Он сказал, здесь никого не будет. И тогда у нас была проблема с керосином. Наши гражданские самолеты лететь не могли. И вот мы с ним договорились, все наши самолеты заправлялись в Грозном. Если куда-то мы летели, заправлялись до Грозного, в Грозном приземлялись и там нас заправляли наши самолеты. Это был 92-й, 93-й год, по-моему. Ну, до войны. Прям уже такой войны еще, да. Вот. И он свое обещание выполнил. Он сказал, все ваши самолеты будут здесь заправляться. Так и было. Вова, я бы хотел кое-что добавить, если позволите. Пожалуйста. Были у чеченцев были автоматы Борс. Борс, Волк называется по-чеченски. Этот Борс был разработан на заводе Армэлектро в 1990 году. В 1991 году в Грозный было отправлено около 15-20 штук этого автомата, запчасти. И этот автомат мы называли в шутку спасителем Армении. Он назывался по-армянски Орел, Арти. А когда чеченцы начали выпускать этот автомат, они его назвали Борзом. Этот факт вы можете проверить где угодно. Где угодно. Выпускался Борз, первые Борзы выпускались на заводе Армэлектро в городе Ереван. Да за это Джохар Дудаев нам дал 5000 тонн солярки и 2000 тонн керосина. Не керосина, бензина. В 1991 году в ноябре-декабре месяце. Все, я закончил. Благодарю. Да, Спасибо за информацию. Такая помощь Чечне шла, да. Я говорю, и самолеты заправлялись там.
Ну, и там так далее. потом несколько версий было этого Борза. Один у меня тоже был пистолет-пулемет Борз. Ну, Я то, даже что вот помню, эта информация тоже интересна. Магазин, Ибрагим, магазин на 20 патронов, 9 миллиметров, Макаров. Вот, я Да, да, хорошо, Макаров. 20 патронов, жестяной магазин. ну, мы даже, я помню, отсюда, по-моему, там, когда была проблема, даже отсюда гуманитарная помощь тоже шла. А потом, когда уже начали... Честно говоря, в 95-м, нет, 94-м году опубликовали, потом закрыли. Несколько стрел тоже из Армении пошло. Этих офицеров посадили, Сенс которые банермянцев. организовали. Да, посадили. Ну, не знаю я про стрелы, я не слышал, честно говоря, такое, но может быть, может быть. Я знаю, что у нас было, вот несколько этих, как ее она правильно называется, там, стрела, игла. Ну, откуда, как, что, я не в курсе. Знаю, Ну, что я несколько тоже не в было. курсе такой информации, я, честно говоря, не знаю. Для меня это новость. Это, наверное, было как-то нелегально, негласно и так далее. Если бы это было бы гласно, я бы знал. Легальное точно команды такой бы не было. Так что вот в целом ситуация, вот я ее обрисовал. Ее, конечно, можно много обсуждать, можно много о ней говорить. Но все основные события 25 года будут впереди. Кстати, не исключено, что Дональд Трамп будет последним президентом США. Потому что все, что он делает в Ну, Америке, это катастрофа. исключать вообще ничего сейчас нельзя, да? Не, Потому что сейчас такое ситуация... время, сейчас даже, Ибрагим, дорогой, скажу так, сейчас даже анализировать вредно. Потому что если ты посмотришь, на то, какие руководители в мире сегодня все сидят, они все женоподобные. Мужиков, вот смотришь и говоришь, вот это мужик, да, настоящий там глава государства. Сейчас таких нету. Причем нигде нет. Ни в одной стране мира. Сейчас время такое. Сейчас время слабых людей. Поэтому должны прийти сильные люди везде. Тогда все в мире изменится. Не знаю, вот все равно, наблюдая за действиями России во всем мире, просто вот это хамское поведение, Мгм. конечно, мы сейчас, ну, я имею в виду, там, чеченцы себя тоже, как бы о своем наболевшем, да, это тема, которая более, ну, как бы нас касается. И вот смотря на хамское поведение и на такое несостоятельность, нерешимость мировой общественности, не знаю, вот это вот то, что как раз вы говорите там, не обязательно там какие-то мужественные какие-то люди, но просто даже логически, даже вот критически, вот это образование, да, сегодняшнее под названием Российская Федерация, его как государство, как партнера, как одних подобных себе вот так вот мир воспринимает. К сожалению, там вообще другая ситуация. Назвать это Но даже государством. Да, да, видите, говори. видите, мы были много веков с ними союзниками. И что из этого союза получилось? Они помогли депортировать целое население из Арцаха, из Карабаха,
100 тысяч человек совместно с азербайджанцами и с турками вместе. Своих обязательств, как миротворцев, они там не выполнили. Хотя под этим поставили подпись, где гарантировали безопасность населения. Ничего не выполнили. Значит, поэтому я всегда говорю, что вот этот союз и их подпись под названием «союзник» ничего уже не стоит. В Армении сегодня колоссальные антинастроения, колоссальные, просто колоссальные. Армянский народ уже начал с 16-го года, когда первый раз они подставили, потом в 20-м году подставили. Потом в 20-м году подставили, и наше общество полностью развернулось. Полностью. Вот. В этом плане сейчас как бы народ уже этого союза не хочет. В подавляющем большинстве. Потому что, знаю, даже сейчас будет война, никакой помощи тоже не будет. Более того, они постоянно нам говорят, чтобы мы эту дорогу открыли для турков и азербайджанцев. С какого хрена мы им должны вообще что-то кому-то открывать через нашу территорию, мы не понимаем. Да, и народ против этого. И хочу сказать, что мы будем этому сопротивляться в любом случае. Если даже придется воевать с кем попало, с ними, с турками, с азербайджанцами, будем воевать. То есть мы открывать там кому-то что-то через свою территорию точно не намерены. Поэтому вот ситуация в Карабахе, когда они вообще не выполнили своих обязательств. А сегодня они говорят, что Туран это они. Но если они уже Туран, а что нам в этом союзе делать? В Тюркском союзе. Мы не можем быть в Тюркском союзе, никогда мы там не были с тюрками. Но мы всегда были в достаточно хороших отношениях с Персией, с Ираном. Мы всегда были в хороших отношениях с арабами. Армения вообще свой путь начинала с восточного Средиземноморья. Вот. В тюркских странах мы никогда союзниками не были. Никогда. Поэтому пихать нас сейчас вот в этот союз ЕАЭС, так называемый союз тюрков и славян, Белоруссия, Россия, Киргизия, Казахстан, нам вообще никакого кайфа вообще там нет. При том, что ОДКБ, если взять, ОДКБ это тоже такая тупая организация. Никто никому на помощь не придет. Никто. Зачем нужен союз военный, если он никто никому не помогает? Поэтому желания у Армении находиться в ЕАЭС и в ОДКБ никакого нет. Абсолютно. Ну и поэтому сейчас Армения готовит заявку на вступление в Европейский Союз. Это, конечно, Москве И не как вы нравится. думаете, действия Европейского Союза? Ну, такие страны, как Венгрия, Словакия, рабы Москвы, они будут голосовать против. Франция с нами, Германия с нами, Голландия с нами, Италия с нами, Испания с нами, Греция, Кипр с нами, Польша с нами, прибалтийские страны с нами. Но там есть страны такие, как Венгрия, Словакия, вот эти уроды, эти рабы. Они будут голосовать против. Но я думаю, что скоро власть в Словакии и Венгрии поменяют европейцы, там уже идут митинги и так далее. Уже видите, что в Сербии творится, да. Вот. Поэтому, как туда придут совершенно другие лидеры, и отношение к Армении тоже будет совершенно другим. Но это не легкий путь, не быстрый путь, но сейчас уже идет обсуждение, готовится законопроект о снятии визы, чтобы Армения стала безвизовой страной для Европы. То есть начальный путь уже как бы он положен. Вот, конечно, нас пугают постоянно, угрожают войной. Чем больше мы говорим о Европейском Союзе, тем больше нас пугают, тем больше угрожают войной, там, ну и так далее. Нам, к сожалению, войны не избежать. К сожалению. Вы с кем вы имеете в виду? А?
С кем? Я что-то чуть пропустил. С кем? Войны с кем не избежать? С Азербайджаном. Ну, да. Да, но за Азербайджаном стоит и Россия, и Турция. Да, единственное спасение вижу в объединении Кавказа, построении нескольких натовских баз и по натовским стандартам из каждого региона, из каждого народа по 10 тысяч бойцов выделить, чтобы защитить свой дом. Это единственное спасение. Согласен. Но для этого нужно объединить Кавказ, для этого нужно объединить Южный Кавказ, для этого нужно, чтобы в Азербайджане был другой президент, а не который лег под Турцию полностью. Для этого Грузия должна быть другой, а она сегодня не европейское правительство, а московское правительство. Видите, вот как все это делается. Кавказ должен быть... Да. Но все равно мы должны оставлять, да, вот это вот за собой, вот это в дальнейшем сближение. Вот это у нас как бы Да, но должно видите, все-таки мешает быть народ. исламский фактор. Исламский фактор. Многие эти народы или государства будут говорить, какой союз с армянами, они христиане. Это тоже будет использоваться против такого союза. У армян нет такого понятия, как вот раз ислам, значит все, мы не с исламом. Вот наш близкий сосед Иран. У нас с ними прекрасные отношения. У нас прекрасные отношения с с Арабскими Эмиратами, с Египтом. Были прекрасные отношения с Сирией. Но поскольку Северный Кавказ радикализируется, и для них вот это может оказаться неприемлемым. Поэтому этот накал Ну да, радикализации вот тоже надо будет снимать. если в вашем случае там это как бы исламский фактор, он играет роль только объединения, да, ну или невозможность объединения, да, там в будущем, то в нашем случае вообще наша судьба стоит вот перед как бы судьба нашего народа, нашего государства в будущем вот именно заключается в том, что быть нам или не быть. То есть пока вот это исламский фактор как-то каким-то образом его не приручить, да, и вот как там во время Советского Союза чеченцы и до этого там где-то исповедовали, да, вот эту религию. Религия была там у каждого где-то дома, там на похоронах, да, там на каком-то там, на свадьбе и так далее. Но умеренно Все, было, все умеренно. да, больше она не выходила никуда. Вот это именно политический ислам, который нам сейчас насадили вот с 90-х годов, это полностью новое для нас тоже дело, потому что вот даже то, что вы сейчас упоминали, там где-то в мечеть кто-то пошел, потом пошел, выпил он, это не так страшно. То есть то, что там принуждают его в мечеть пойти, ему приходится в мечеть идти, чтобы там как бы не выделяться, да, из толпы, потому что это уже на официальном, на государственном как бы уровне, они там даже уже человек, который в мечеть не ходит, уже он подозрительным считается. То есть там инакомыслящим, скажем так. А опасность в том, что именно вот это вот политический ислам. И этот политический ислам, он к нам пришел из России. Просто вот мы на себе это ощутили, да, и просто люди, которые глубоко увязли вот в этой идеологии, да, сами являются ее жертвами, их носителями, и им сложно это донести, им там до их головы там достучаться. Дело в том, что вот с 90-х годов вся литература, которая к нам начала идти, да, вот эти Дугины идеологи, да, там Джамали, Гайдары всякие, это их огромная работа, то есть их труд, их опыт, который был приведен в жизнь, скажем так. И вот эти тонны бесплатной литературы, брошюрок, это уже сегодня потихоньку последствия. Как я говорил, вот это то, что там в Дагестане, в Ингушетии, где-то там даже в России происходит, это скорее побочный эффект. То есть это то, что им нацелено было на нас, как бы им тоже досталось, скажем так.
Ну, у нас Да. вот если по нашей республике сегодня, я просто хотел еще подчеркнуть, что вот какая-то армия, там какая-то вооруженные люди, к сожалению, нету там абсолютно ничего, что, скажем так, какого-то опасности, да, там для России, что чеченцы там вооруженные какие-то восстанут там и так далее. Потому что вот это национальное самосознание, национальная идея, это все у нас как бы подавлено сегодня. Подавлено через вот эти идеологические там, Угроза, знаете приемы, как? да, применения. Угроза всегда так в государстве. Сегодня нету, завтра есть. Ну, это понятно. Все равно в будущем там мы вообще не рассматриваем даже сегодня стоящих под русскими флагами людей, их как бы врагами, да, там для врагами народа и так далее. Эти люди точно так же, пройдя там люстрацию, должны служить для своего народа в будущем. Как бы вот это, ну, делать какой-то внутренний конфликт, там, внутричеченский, из людей, которые сегодня полностью захвачены там и насильно поджаты, да, там, под вот этот сапог, это тоже как бы, ну, люди, находящиеся в концлагере, мы их особо не пытаемся там винить, кроме тех, кто преступные приказы выполняет. А так вообще вот примерно проведя анализ там по Чеченской республике, можно тоже пронаблюдать, ну или выявить, да, в ближайшем будущем планы России. Потому что вот это застраивание мечетями, радикализация, вот эта религиозная тема, потом параллельно вот это военизированные объекты, которые там полностью выстроены и развиваются, потом спортивные клубы, то есть вот это все говорит о том, что русские готовятся к длительной войнушке. То есть они Я это... думаю, если война в Украине завершится, я думаю, что Путин будет избавляться от военизированных формирований в Чечне. Для него это все равно представляет угрозу. В любом случае. Не, я с вами не соглашусь, потому что для них, как бы для Путина, и вообще я вот эту, конечно, это мое мнение, там у людей есть, бывают разные мнения, тем не менее, я вообще вот эту войну Украины вижу как безвыходное такое действие Путина, да, который не может просто уйти от этого трона и жить какой-то своей, я не знаю, мирной жизнью. Потому что за этим человеком огромные там преступления, включая взрывы домов в России, которые рязанским сахаром, учениями в Рязанском, вот это, в Рязани сахарными закончились. Там много чего есть, военных преступлений, и просто так отойти в сторону и дожить вот эту свою жизнь, этот человек, он тоже, как бы нет у него шансов. И все вот это дальнейшие его действия, это просто он продлевает свой жизненный срок, вот, находясь на этом посту, на этом троне. Вот Только я тому примерно, решар выбор. да, примерно поэтому и вся эта война в Украине бессмысленная. И если Украина падет, то следующая война будет либо там в Балтийских странах, либо на Балканах, уже с помощью, уже силами украинцев, скажем так. То есть это бесконечно. То, что вот сейчас в Украине повоюют и закончат, это я вообще это не рассматриваю. То есть если удастся Украину уже победить, да, русским, вдруг каким-то чудесным образом, то украинцы просто станут так называемыми кадыровцами, которых сегодня называют, да, там вот эти чеченские оккупационные формирования. Вот такие же кадыровцы, в будущем украинцы, которые будут воевать уже. То есть для них война не закончится. Они будут просто продолжать войну, только уже не в своих интересах национальных, а в интересах путинских. Ну и
российских. Скажем. Ну, посмотрим. В ближайшее время начинаются переговоры уже Россия, Украина, только они не будут между собой встречаться, а будут э, вести в разных комнатах с американцами. В принципе. Добрый вечер. Я вот хотел бы вопрос задать. Могу ли я это сделать? Можете представиться, если можно. Ну, Меня зовут... не... Я вас перебил. Можете договорить? Да. Я имею в виду там не точный адрес, там данные, имеется в виду вообще. Так, Меня зовут Ильдар, я лакец из Дагестана. Меня пригласил мой друг Эдуард, старший мой товарищ, так скажем, послушать ваши диалоги, споры. Вот по поводу Армении я хотел бы два вопроса задать. Вот я услышал о том, что Вторую Карабахскую войну вы не проиграли. Я с этим спорить не могу, потому что я не так сильно погружен в этот момент исторический. Но у меня вопрос к этому первый. А как было допущено то, что президент Нагорного Карабаха подписал как бы пакт отречения? Это первый вопрос. И второй вопрос, он актуальный. Я спрашиваю каждого, кто знаком с ситуацией с Арменией и Азербайджаном. Готова ли Армения к новому конфликту военному? Все. Давайте так. Как подписал президент Карабаха? Надо сказать следующее, что долгие годы руководство Карабаха, можно сказать, что это была российская агентура. Они выполняли волю Москвы. Вот. Это чтобы коротко я ответил. Это агентура Москвы. На второй вопрос, готова ли Армения к войне с Азербайджаном, если можно, я без обид, я уйду от этого ответа, потому что этот ответ, да, сказать, это тоже информация, нет, сказать тоже информация. Поэтому, с вашего позволения, я на этот вопрос не отвечу. Хорошо, но все равно спасибо. Не за что, потому что, смотрите, в войну, как бы ты ни планировал, она все равно пойдет по-другому. Почему? Потому что как один раз маршалу Чуйкову задали вопрос. Сказали, ну, не Чуйков, по-моему, были, а Рокоссовскому сказали, вот вы что там делаете, все такое, пятое, десятое, а вот противник взял, сделал так. Он сказал, к сожалению, противник тоже планирует. И не всегда делает, как мы хотим. Поэтому, как бы Азербайджан не планировал, не всегда идет так, как он хочет. Они вообще думали, что войну там закончат они все вместе за неделю. Но неделя не получилась у них. Благодарю за ответ. Надеюсь, что никогда не будет войны в будущем. Ну, это мои пожелания между армянами и азербайджанцами. И наоборот, как-то мы все-таки на Кавказе Ну, все к можем сожалению, идти. я хочу сказать следующее. Война, конечно, вещь плохая. Но оставлять то, что у нас отняли, мы не можем. Это, может, будет не сейчас, и не через 10 лет, и не через 20. Но наше поколение должно быть готово к тому, чтобы это все вернуть. Я надеюсь, что это будет... Я просто слаб вот в этом географическом, да, там, Мгм. геополитическом, скажем так, Мгм. моменте, именно вот там, Азербайджан-армянском, но просто мои пожелания и надежда, да, Спасибо. что Да, чтобы война это плохо. мирным путем все решилось, потому Если что мирно, ну, как просто говорится, вот эти вот главное, чтобы мы в будущем не были марионетками, да, там ни Азербайджан, ни Армения, там, ни Чеченская республика, ни остальные, кто там в будущем проснется все-таки наконец-таки. мы вот точно не хотим быть марионетками. Мы вот точно не хотим. Это как бы не наша задача.
быть марионетками. Мы, наоборот, хотим иметь независимость абсолютную. Но абсолютной независимости, как говорится, не бывает, но тем не менее мы хотим иметь независимость. И марионетками точно это не мой принцип. Да, вот, к сожалению, наблюдая сегодня там высказывания украинских политиков, грузинских, европейских вообще там, международных там и так далее. Вот все-таки как-то обидно, да? Все вот рассматривают сегодняшнюю ситуацию, а она сегодня очень опасная, да, потому что все поставлены в строй и стоят и дышат ровно, как говорится, да. М? Мгм. По- Потому что, ну, мы понимаем, да, тот же Трамп, лидер огромного государства, такого мощного, ему Мгм. приходится вот так вертать, то есть как бы лавировать, пытаться явно Украина, которая стоит на позициях освободительной, там, национально-освободительной войны, то есть им предлагать мир раба, Мгм. то есть вести себя настолько, я не знаю, ну, несерьезно, скажем так, да, и эта вся ситуация, она, вот как пришли к этой ситуации, вот когда вот это все как бы не рассматривается, да, откуда это, что послужило тому сегодняшнему вот этому, то есть опасной вот такой ситуации, которая той же войне сегодня в Украине, потом грузинской войне, что предшествовало, потом другим каким-то войнам, арабской весне, что предшествовало, там, Сирии, вот это, в Сирии, Ираке произошедшему. То есть все-таки, ну, конечно, там у людей будут свои какие-то версии, но вот как Путин приходил к власти, на ком он пришел в эту власть, на этот трон, на ком он зашел, на ком он свой рейтинг поднял, на ком в борьбе, вернее, в борьбе с кем, то есть из-за чего, в борьбе с кем он как бы симпатизировал мировой общественности, его поддержали. То есть все вот это, то сделали из него вот это, такую, создали вот эту ситуацию, теперь которая вышла из-под контроля, да, теперь которая начала угрожать всему миру. То есть вот это все как-то обидно во всем вот этом, что вот там, ну, все-таки мы в этом деле, как вот чеченский народ, чеченское государство, Чеченская республика, как бы через себя вот это пропускали, да, вот после развала Советского Союза, когда другие советские республики успели создать свои отдельные независимые государства, да, то есть влияние русской вот этой ГЭБНИ, КГБ, тогда вообще-то все лидеры всех союзных республик, включая вот этого папа Алиева, вот этого, насчет Армении я слаб, правда говоря. Ну, я знаю, в Грузии, что Шеварнадзе тоже говнюк. И там в Казахстане вот этот Назарбаев тоже говнюк. То есть вот эти все свои ставленники, которые были... ну, я вообще-то вот эту вот политику, да, постсоветскую и вообще советскую, ее перерождение вот этого образования, я его считаю абсолютно не каким-то развалом и так далее. То есть это тупо для меня, то есть народ или там вот это, как его можно правильно назвать, государство образующий народ, русский народ достиг своего пика, то есть после вот этого Второй мировой войны, когда люди после войны были готовы
воссоздавать, там, работать на благо, быть патриотичными, это все уже угасло. И достигли своего пика, дальше уже начало катиться все назад. И чтобы вот это со всем миром аккуратно, как бы вот тоже войти вот в эту глобализацию, войти в экономические связи с мировой общественностью, на мой взгляд, это было просто некое переформатирование в демократов, да, вот то, что произошло, вот эти все изменения там в конце 80-х, которые вносились в Конституцию, которые давали права всем республикам, потом, когда лидеры Русни, как я ее называю, высказывали о том, что берите там независимости сколько хотите, пятое, десятое, то есть вот это вот все как бы было, ну, то, что вот как я это вижу, это было просто переобувание, скажем так, да, в новое вот это образование, которое, по сути, стержень его не изменился, а вот эта сверху обертка, ее попытались поменять, и там что-то не получилось. Потому что не все захотели опять назад вернуться туда в строй, встать и сидеть смирно. И вот оттуда уже как бы началось вот это новое все, что произошло. Да. Есть, конечно, тогда был шанс действительно стать демократами, демократичными, цивилизованными. У России был шанс стать, наконец, создать свою какую-то русскую республику и дать возможность добровольно выбрать там людям, народам, которые бы добровольно там и так все, кто сейчас там и так находятся в этой Российской Федерации, большинство и так бы больше русские, чем сами русские. Был вот этот шанс демократизироваться, там во что-то переформатироваться, да, там действительно стать цивилизованными, стать современными, да, в ногу со временем, отказаться от имперства, отказаться от вот этого, как Джохар Дудаев его называл, от русизма, человека ненавистнической идеологии. Ну вот, к сожалению, вот это все было фейком огромным, потому что там Ельцин поехал куда-то в Конгрессе, выступал, что отныне, короче, вот этот Советский Союз, коммунистический режим, диктаторский, он пал, и мы готовы расследовать все архивы КГБ со всем миром. То есть такую речь там высказал, да, под аплодисменты, еще, Боже, храни Америку. Вот такой весь из себя демократ, в галстуке такой человек там стоит, видите ли, с правами всех человека. Потом это оказалось, что это был обычный фейк. И вот это то, что вот этот фейк, который попытался переформатироваться, я сейчас закончу, извините, он просто не получилось у него. Вот там десяток лет, 10-15 его сдерживали. И Восточная Европа ушла из-под сапога вот этого, то есть которая находилась под влиянием, да, не полностью ушла, но тем не менее Польша стала государством, вошла в НАТО, полностью демократизировалась. Балтийские страны аккуратно отошли, сформировались. Среднеазиатские страны плюс-минус тоже на ноги встали. То есть уже без русских, как бы без России, все почувствовали вот этот вкус свободы и своей независимости, государственности. Там Грузия, Украина, к сожалению, не успели закрепиться. Тем не менее, как государство они сформировались, тоже успели. И все-таки вот это, скажем так, сдерживание, да, вот этого человека ненавистнического образования, оно дало шанс, огромный шанс государствам, людям. Вот эти жертвы, они все равно не напрасны были. Жертвы чеченцев, я имею в виду.
Просто русские переиграли и переделали это таким образом, создав вот этот международный исламский терроризм, запульнув нам тонны вот этой литературы радикальной, вот эти идеологи очень хорошо сработали и сделали такую картинку, что, оказывается, русские спасают мир, видите ли, от исламского терроризма, от международного исламского терроризма, который якобы, вот видите, чеченцы, вот они опасны, да. Ну, И устами чеченцев, устами и действиями чеченцев это они подкрепили все-таки, доказали, и сегодня доказывают. И то, что смотрите, в Сирии и Ираке 14 тысяч чеченцев было в качестве пушечного мяса на первом месте, это больше всех. На втором месте только Саудовская Аравия. Я это говорю больше всех, не таким, как бы, я не дебил. Это стыд, срам, позор вообще на будущее всему моему народу, да? 14 тысяч дураков, которые пошли вести террористическую войну. Понимаете, это немало. И это вот это все не самотеком просто происходит. Все эти 14 тысяч на русскоязычных книгах исламских стали дебилами. То есть их дебилизировали именно через вот это. И вот это все, когда повернули, да, повернули и стали в роль спасателя, вот эти, по сути, там, агрессоры, по сути, вот это, наоборот, зло, оно стало в роли добра, да, и как будто бы сами создали вот эту террористическую, международную вот эту систему, да, там, то есть вот эту всю сеть, создав вот эту систему, управляя ей, как бы, и потом якобы борясь с ней, да, вот это вот, и выросли в глазах мировой общественности. И сегодня, поэтому, когда вот слышишь из уст украинских политиков, грузинских, я повторяюсь, там, европейских и так далее, которые вот этого Путина рассматривают только с 2007 года. И вот эту Россию агрессивную только с 2007 года, откуда-то оттуда. И сегодняшние вот эти все перемены, всю ситуацию накаленную во всем мире рассматривают отсюда, откуда-то, 2007 год. Туда-назад не идут. И это неприятно, потому что давайте возвращаться туда. Туда надо вернуться в самое начало и посмотреть, как, кем это создавалось. Кто дал шанс государствам, народам сформироваться. Да, сегодня же мы видим, когда опять окрепли, стали на ноги, пытаются все возвратить назад. И вот это вот тут есть такой умалчивается всеми. Мать, тут Пожалуйста. есть такой момент один. Добрый вечер. У меня вопрос. Сейчас, секунду, я завершу. Согласно международному праву, Нагорный Карабах имел право выйти из состава Азербайджана? Подождите, сейчас. Владимир, вы выскажитесь, потом дадим задать вопрос гостю. Значит, смотрите, Москва взращивала на самом деле не террористический ислам. Она взрастила в Европе такое понятие ввела, как чеченский терроризм. Это немножко разные вещи. И Запад и Европа это сожрали. Вот именно как чеченский терроризм. Или, например, были такие моменты, что на ликвидацию оппонентов, да, из Чечни посылали самих чеченцев. И появилось такое выражение «чеченский след». Понимаете, ведь можно было, допустим, вот убивать какого-нибудь там лидера чеченцев в Европе. Можно же было послать, допустим, там, ну, образно говоря, да хоть грузина, хоть армянина, образно. Но посылают ведь именно чеченца. И когда там это происходит, кто-то там попался, кто-то в перестрелке оказался, и появляется такой обиход, как чеченский след и так далее, или чеченский терроризм.
они как раз-таки не рисковали взращивать исламский терроризм. Исламский терроризм они включили в обиход после того, когда уже активно начал проявлять себя ИГИЛ, Аль-Каида и так далее. А до этого было внедрено понятие чеченский след, чеченский терроризм. И есть даже некоторые фильмы американские, голливудские, где они эти моменты тоже используют. Вот это было сделано. А сам исламский терроризм, как фундаментальный, его взрастила британская разведка Ми-6. И, например, Владимир, я просто не соглашусь с вами, потому что вы, наверное, не в курсе, как в нулевых Путин ездил по Европе, начиная там с Брюсселя, давал пресс-конференции и именно пугал мировую общественность. Я вам могу ролик показать даже сейчас здесь в эфире, где он пугает мировую общественность международным исламским терроризмом, который он называет именно как бы его очаг в Чеченской республике. Это в большей степени связано с действиями Аль-Каиды, и в основном русские к этому активно подключились в 2001 году после взрыва башни Близнецов и активизации действий ИГИЛа, не ИГИЛ тогда не было, именно Аль-Каиды были несколько террористических актов на территории России. Вот тогда они начали этот термин внедрять. Но помимо международного исламского терроризма был успешно запущен такое понятие, как чеченский терроризм. Вы же это помните? Именно прям такая формулировка нашла. Владимир, вы думаете, международный исламский терроризм, он из вот таких босиков каких-то, дебилов, да, которые там 2 плюс 2 связать Послушайте, не могут? Да, я специалист, вообще-то мое образование это Ближний Восток, и работал я по Ближнему Востоку. Я знаю все группировки, которые есть, как они формируются. Эти группировки руководят умнейшие люди. Некоторые из них заканчивали американские и британские университеты. А если я вам, например, расскажу, какую структуру в ИГИЛ они создали медийную, где они снимали ролики, мультфильмы, у них были специалисты по ИПСО, информационно-психологических операций, у них были были специалисты по НЛП, линейно-лингвистическому программированию. У них очень много, у них очень большое количество хакеров. Там не идиоты, далеко не идиоты во всех этих террористических структурах. Я знаете, почему говорю? Дело в том, что в нашем случае, вот в случае с чеченцами, да, просто вы как бы изучали этот вопрос, да? Вот, например, я вот лично сам свидетель, там, очевидец, частично тоже в одно время подвержены вот этим идеологиям, да, там, во время войны. Человек, я же тоже изнутри знаю, как это все происходит, да, и именно вот в нашем случае, кто стоит за всем вот этим, то я же прекрасно знаю, что все нам английские какие-то спецслужбы или американские спецслужбы не печатают в русской типографии после первой русско-чеченской войны, когда полностью средство массовой информации было заглушено, полностью цензурировано в отношении чеченцев. И тут же Министерство информации печатает, тоннами печатает радикальные книги, после которых ты становишься уже, прочитав которые, ты становишься тем, что потом и стало. Ибрагим, вы меня неправильно поняли. Когда я говорил о британской разведке Ми-6, я хотел сказать другое, не успел. Я хотел сказать, например, британская разведка Ми-6, она создатель движения ваххабизма. Британская разведка сама по себе. До этого, вот ваххабизм создавали они, разные другие новые течения. Например, я вам скажу так. Аль-Каида, Владимир, создать, вот, например, вы можете создать автомат Борз, да? А я могу этим автоматом Борзом пользоваться всю жизнь и убивать им людей, понимаете? Да, и вот в этом, вот в такой ситуации я просто имею в виду не создателей, да, каких-то идеологий. Я-то понимаю, что идеологии там создавали на протяжении там веков.
Но вот этот вот международный исламский терроризм и вот это связывание небоскребов, я же помню, как его хотели они связать, даже они на следующий день в селении Цоценюрт в одном из подвалов нашли компьютер и диск компьютерный, который обучает полеты вот этих самолетов, которые туда в эти близнецы врезались. То есть это была попытка связать все это. Ибрагим, я скажу так, один из террористов, который врезался в башню Близнецов, он не то что по дискам учился, он прошел официальные курсы в США и платил за это деньги, официально, и получил лицензию пилота. То есть тут не только на диске, там люди специально изучали. Но и там человек вопрос хотел задать, пожалуйста. Я хотел бы задать вопрос. Добрый вечер. Я сам родом из Чечни. Я считаю, что у каждого народа из Чечни. Я считаю, что у каждого народа своя правда. И вы говорите с точки зрения армянского народа. Я хотел бы узнать, есть какое международное правовое положение у Нагорного Карабаха, и Нагорный Карабах имел международное, согласно международному праву, на самостоятельность. Ну, теперь на вашу реплику, понимаете, я профессиональный политик и был военным, там, ну, прошел различные инстанции государственной службы. И на вашу реплику о правде, особенно части касающейся политики, я скажу, и политика это, или жизнь это, неважно. Я вам скажу следующее. Нету правды армянского народа, нету правды чеченского народа или любого другого народа. Правда, она одна. Полностью согласен. Вот, она одна правда. И я говорю вам не с точки зрения армянина, я не Соловьев и не армянский пропагандист, и будем говорить так, и не блогер, там, да, прийти здесь, использовать вашу площадку и лить на уши. Все вы люди умные, с образованием, начитанные, все прекрасно знаете. Но если вы хотите поговорить на праве нации на самоопределение, то давайте я вам буду говорить профессиональным языком, без всякой пропаганды, с точки зрения международного права. Итак, но для этого вы потом, после того, что я вам скажу, чтобы не вот верить в моим словам, а просто не поленитесь, зайдите в Конституцию Советского Союза, потом зайдите, что указано было в Азербайджанской ССР, об автономиях, потом почитайте, это все там короткие тексты, это все там, можно все это посмотреть и прочитать, ну, скажу так, в течение 30-40 минут максимум. Но это я вам пока скажу, а потом то, что я вам скажу, вы все это увидите и прочитаете не из моих книжек или моих публикаций, а из международных документов. Итак, что касается права выхода из состава Советского Союза, отделения автономий или права народа на самоопределение, и что является доминантой права народа на самоопределение или все-таки территориальная целостность государства. Итак, начнем с самого начала. Опять-таки на это есть документы. В 1922 году, или 21-м, если меня поправить. В 21 году по решению председателя Ревком Военсовета Троцкого был предложен документ об отделении от Армении Западную Армению. Это московские Касские договора за спиной Армении, где просто подписала Москва. Армения, хочу сказать, в 1918 году объявила Первую Республику, которую признала Лига наций, Соединенные Штаты и все страны мира. Лига наций — это сегодняшняя ООН. ООН — правопреемник Лига наций. Значит, в 1921 году принимаются решения отделения от Армении Нахичевань,
Это есть документы, их можно найти даже в интернете, есть копии этих документов. Нахичевань передается Азербайджану. Это все было по договоренности с турками. Кемаль Ататюрк обещал Москве выбрать социалистический путь развития. Значит, в интересах русско-турецкого договора подписываются договора, где Карс, Ванг, Эрзурум и многие-многие другие армянские города в Западной Турции, которые сегодня на территории Турции. И вот если вы будете смотреть на гору Арарат, это тоже было в составе Армении. Но Троцкий уговорил Ленина в интересах большевиков подписать с турками договор. Если этот договор, можете зайти его прочитать, называется Московские Кавказские договора. Передают Азербайджану Нагорный Карабах, Нахичевань и большое количество городов в Западной Турции. По решению, еще раз хочу сказать, Москвы и Баку, Москвы и Анкары. Далее. Возвращаемся к событиям Советского Союза. Когда начались митинги в Нагорном Карабахе, народ требовал справедливости и вернуть то, что было отдано советскими большевиками. Значит, согласно, если вы зайдете, почитаете Конституцию Советского Союза об отделении автономии и так далее, или республик, или каким образом проводится референдум, как это делается, население Нагорного Карабаха тогда было, все в целом, армяне и азербайджанцы, в целом были 180 тысяч человек, из которых 150 тысяч это армяне и 30 тысяч азербайджанцев. Нагорный Карабах, соблюдая Конституцию Советского Союза, нормы международного права, в том числе законодательство Азербайджанской республики, действующего в рамках Советского Союза, со всеми установленными нормами и законами международного права, проводит референдум и объявил о своем отделении. Теперь поднимаемся выше. Потом Карабах провел второй раз референдум уже после развала Советского Союза. Значит, проводим, теперь идем дальше. Значит, скажем так, праве нации на самоопределение и территориальной целостности. До 1975 года этот пункт устава ООН гласил и о самоопределении, и о территориальной целостности. Многие страны, члены Организации Объединенных Наций, обратились в Венскую комиссию с просьбой разъяснить, что является доминирующим, что является важнее. Право нации на самоопределение или территориальная целостность государства. В 1975 году Венская комиссия, изучив данный вопрос, сделала следующие разъяснения, которые эти разъяснения есть. Можно зайти на сайт Венской комиссии, а можно зайти на сайт Организации Объединенных Наций. Что там разъясняется? Итак, мы приходим к разъяснениям Венской комиссии. Смотрите, я вам называю все организации, структуры, год, поэтому найти можно будет легко и сказать, что вот там человек пытался тут прогнать лапшу. Итак, значит, право нации на самоопределение. Теперь начнем с этого. В уставе ООН четко гласит, что право на самоопределение претендует народ, значит, вернее так, сейчас я тут, значит, смотрите, право на суверенитет своей страны, территориальную целостность, претендует страна, которая на момент отделения или проведения референдума этнической группы или автономии, эта страна контролирует эту территорию, а на тот момент никакого контроля со стороны Азербайджана над этой территорией не было. И второй момент,
очень существенный. Вот здесь надо обратить внимание. И уважение на свой суверенитет и территориальную целостность имеет право то государство, которое признает принцип народов на самоопределение. Если государство не признает право народа на самоопределение, оно не имеет права требовать от международного сообщества уважения к своей территориальной целостности. Такое было разъяснение Венской комиссии. Теперь, исходя из всего этого, на момент отделения Арцаха от Азербайджана, Азербайджан не контролировал свою территорию, части этой территории, это А, и Б, не принимал право народов на самоопределение. Исходя из этих двух положений, Арцах имел полное право на самоопределение. А можно узнать, а в силу чего Азербайджан не контролировал Нагорный Карабах или Арцах, как вы говорите? В силу того, значит, объясню. Когда в Карабахе, я так понимаю, это ваша позиция, да, она пускай будет вашей. Значит, в силу чего Азербайджан не контролировал. Значит, в 1987 году народ Карабаха поднимает вопрос о исторической справедливости. Когда чеченцы тоже поднимают вопрос об исторической справедливости, в Армении почему-то никто вам вопрос не задает, о какой исторической справедливости вы говорите. Странно, что у чеченцев по отношению к армянам такой вопрос возникает. Владимир, вы, если хотите, ответьте на вопрос. Потом, если можно, я задал бы вот гостю тоже вопрос. Да, ладно. Значит, смотрите. В 1987 году Карабах не говорил об отделении Советского Союза. Он говорит, верните нас туда, откуда вы нас забрали. Есть документы, есть положение ЦК ВКПБ большевиков о передаче Карабаха в Азербайджан. Это уже было при создании Советского Союза. Значит, в 1987 году эти требования поднялись. В ответ на эти действия, начались массовые погромы сначала в Сумгаите, в Кировабаде, в Ленкоране и так далее. Массовые погромы. Убийство армян по этническому и религиозному принципу. Значит, первая часть волны беженцев уехала в Нагорный Карабах. Спрятаться там, где больше всех армян. В 90-м году этнические чистки в Азербайджане были продолжены и были организованы массовые убийства уже в центре столицы, в самом Баку. Сумгаит в 30 километрах от Баку, а это уже массовые убийства в самом Баку продолжались там около 3 дней. И оттуда народ бежал, и многие переселились в Нагорный Карабах. В 90-м году, уже в 91-м году, Азербайджан, договорившись, дислоцированный на территории Азербайджана 4-й армии, на территории Армении была 7-я армия, в основном состояла из инженерной техники и легкой бронированной техники. Это была самая маленькая армия на Южном Кавказе. Самая большая армия и все центральные склады Закавказского военного округа находились в Азербайджане. Азербайджан начал вести массированный подкуп 4-й армии, которая вступила в войну против нас. Притом действовала совместно с азербайджанским ОМОНом. Тогда еще армии не было, были у них ОМОНы, Министерство внутренних дел, отряды Народного фронта и так далее и тому подобное. Значит, армянские добровольцы и наш тоже Министерство внутренних дел и большинство армян военных из Советского Союза, а мы были по численности военных в Советском Союзе 4-ми после русских, белорусов и украинцев. Мы были 4-й по численности офицерского состава Советской армии. Огромное количество армян приехали защищать Родину.
И вступили в боевые действия непосредственно уже с 4-й армией, которая воевала рука об руку. При том, что у нас почти не было. У нас было, например, на тот период, уже к 91-му концу года, у нас было всего 4 самолета Су-25 и около 8 вертолетов. Или 13, сейчас не помню. У Азербайджана были примерно более 100 единиц боевой техники. Понимаете? Да, я слушаю, я потом свое мнение скажу. Смотрите, это я вам говорю как профессиональный военный, который занимался специальными вопросами. В свое время я служил в Извините, можно я вас на одну минуточку перейду перед тем, как уйти? Я вас очень прошу. Я прекрасно знаю и историю, характер и того конфликта, и чечено-российского конфликта. Прекрасно знаю. Пожалуйста, у каждого своя точка зрения. Я думаю, у нас есть глобальные проблемы борьбы с империализмом. Пожалуйста. Эдик, послушай, дорогой. Извините, если есть возможность обходить эту тему, здесь это тема про права человека и так далее. Это совершенно другая тема. Просто я не хочу, чтобы здесь были какие-то попытки симпатизировать в ту или иную сторону. Пусть люди изучат поглубже, сами сделают для себя выводы. Все. Извините, я выхожу. Спасибо большое. Эдик, смотри, дорогой, никаких проблем нет. Я отвечу на этот вопрос. Меня симпатии и антипатии вообще не волнуют, да? Это дело каждого человека. Один любит кошку, другой любит собаку, да? Там это вкусы людей. Вот. Или какие-то предпочтения. То никаких вопросов, проблем нету, я отвечу. Тем более я уже начал отвечать, я уже как бы доведу до конца. Так вот. И вот когда уже эти беженцы все, более 300 тысяч беженцев армян уехало с Азербайджана. И когда они приехали в Карабах, и на Карабах пошли войной. То есть мало того, что их вытеснили со своих мест проживания, они вернулись в Карабах, но и туда пошла 4-я армия совместно с азербайджанской армией. Вот вам как бы пример стойкости вооруженных сил. И там ничего не получилось. Там, конечно, рассказывают всякие сказки, за нас русские воевали. Там, и так. Это полный бред, никаких русских за нас там не воевали. Как раз наоборот. Русские в основном остались в Азербайджане и воевали за азербайджанскую армию. Это установлено, включая, кстати, генерала Шаманова, который сегодня в Москве валяется. Да, пока мы его еще там за все его преступления, мы его еще и не задушили и не повесили. Так вот. У него еще опыт со времен вот этого, да, Азербайджана-армянского. Да, он получил тогда награду $250 тысяч и бриллиантовое колье для своей жены. Тоже огромной стоимостью. Для тогда были сумасшедшие деньги. И провел операцию «Кольцо» по депортации армян в Геташене. Это Шуамяновский район, рядом с Карабахом. Значит, как это было сделано? Армяне, симпатизируя русским, в них не стреляли. Русские заходили туда, ну не русские, советские солдаты, купленные, заходили туда. Армяне, складывая оружие, потом советские эти солдаты отходили в сторону, заходил азербайджанский ОМОН и вырезал целые деревня. Так это было сделано под руководством генерала Шаманова. Так вот, еще был генерал Сафонов, там комендант, которого не удалось уничтожить, там вместо него другой погиб. Ну, в общем, и куча таких моментов. Так вот, и когда уже они пошли войной на сам Карабах, карабахцы взяли в руки оружие, стали воевать. И отстаивать не то, что свое отделение, они стали отстаивать свое право на жизнь. На жизнь. То, чего я видел, я вам скажу так, я жил в Баку, я родился там. Те зверства, которые я видел, мы бы до таких зверств никогда бы не дошли. Никогда. Нравится вам Азербайджан, не нравится вам Азербайджан. Но таких зверств не видел. Когда мы один раз зашли в одну деревню, мы увидели... Кстати, тогда, если помните, кто там помнит 90-е годы, была похищена журналистка «Комсомольской правды», которая с удовольствием рассказала, что ее изнасиловали азербайджанцы. Когда мы зашли в деревню, мы увидели убитую беременную женщину,
и маленького грудного ребенка положили на электрическую плиту. Я извиняюсь, я вас перебил. Секунду, я сейчас закончу. Секунду, я закончу. Пускай закончит, подождите. Значит, и на маленькой электрической плите мы успели ребенка снять. Он получил незначительный ожог. Народ, который подвергался гонениям, убийствам, взявший в руки оружие, имеет право и отделиться, и уничтожать, и защищать свое право на жизнь. Это право любого народа. Ну, я теперь свое мнение скажу. Я этот вопрос не изучал, я просто по истории хочу сказать, что у каждого народа есть своя правда, и азербайджанцы тоже могут сказать, что они тоже много чего пережили. В том числе с их слов, как я слышал, они говорят, что им не давали даже собрать вещи с Нагорного Карабаха, когда их вытесняли. Ни один азербайджанец, ни в Армении, ни в Карабахе не потерял свое имущество. Моя семья в Азербайджане потеряла все. В Армении, и когда они уезжали, они забирали все свое имущество. Абсолютно все. В Армении не было ни одного погрома. Вы не найдете ни одного факта погрома ни в Карабахе, документально зафиксированными, ни в Карабахе, ни в Армении. Но вы найдете даже не на сайте армянских, а просто на Гугле вы найдете бесчисленное множество фактов и публикаций их погромов. Ни на одного факта погромов армян вы не найдете. Кроме того, что развинченный миф о Ходжалуе, который они говорят, вы послушайте выступление ихнего же президента Муталибова. И он говорит, и Чингиза Мустафаева, ихнего журналиста, которого потом убили, который рассказал, говорит, когда я... Это есть видео, наберите «Откровение Чингиза Мустафаева о событиях Ходжалу». Вам азербайджанский журналист, который своими глазами все это видел, расскажет. Не я расскажу, он расскажет, и президент Азербайджана вам расскажет. И говорит он о Ходжалу тоже правду. Когда брали этот населенный пункт, открыли коридор. Они оттуда выходили. Вместе с бойцами Народного фронта. Все, что потом произошло, я вам не буду рассказывать. Послушайте президента Муталибова и Чингиза Мустафаева. Не армянина, не купленного армянами журналиста, а журналиста настоящего, который сказал правду. Как это было сделано? Что он улетел, видел беженцев одних, а когда прилетел, увидел обезглавленных. Ну, я небольшой специалист в полемике по этому я же вопросу. вам фамилии называю. Да. Я же вам фамилии называю. Я говорю, что я этот вопрос не изучал. Я просто свое субъективное мнение высказал. А так я ни на чьей стороне, я на стороне справедливости. Я это хочу сказать. Я понял. Смотрите, все, что я вам говорил, я называл документы, организации международные, где это посмотреть и так далее. Вы говорите о мнении. Да, Азербайджан говорит мнение, и вы говорите, что Азербайджан говорит свое мнение. А я говорю не мнение. Я говорю с вами языком фактологическим и юридическим. И называю, где все это возможно посмотреть. И говорю, кого послушать. Там нету ни одного армянского агента, ни одного армянами купля. Говорить, знаете, есть такой анекдот. В Армении есть такой анекдот. Приходит 90-летний дедушка к сексопатологу и говорит, послушай, там, мне вот 80 лет, там, не 90, 80 лет. Знаешь, говорит, у меня сосед, говорит, сверху живет. Ему 90 лет. Он целый день мне рассказывает, как он там этим занимается. Врач на него посмотрел, говорит, ты тоже рассказывай. Понимаете, рассказывать можно что угодно. Но ни один документ Азербайджана не представит вам, что он когда-либо был у них. Вот я говорю, вот здесь сейчас с вами говорю, пусть хотя бы Азербайджан покажет одну монету, которой хотя бы 100 лет. Я отдам 10 тысяч долларов перейду. Никогда не покажет. Того не было и нету. Или в Карабахе. Зато я вам из Карабаха покажу монеты, которым еще были при царе Цигране, которым 1000 лет.
Тут вопрос не в том, что, знаете, справедливость, да, справедливость вещь хорошая, но когда и по отношению к чеченскому народу справедливость искажают, и по отношению к армянскому, есть у азербайджанцев своя правда, но она не касается нас, она касается их отношений с Ираном. Нас она не касается. Например, азербайджанцы говорят, что мы тюрки, два государства, один народ. Но они не сунниты, они шииты, во-первых. Во-вторых, до 18 года определенного момента Азербайджан был в составе... Южный Азербайджан это Иран. Тогда, если, кстати, еще документ, почитайте воззвание Ленина к азербайджанцам. Он называется «Обращение к закавказским татарам». Ни в одной энциклопедии, настоящей мировой исторической энциклопедии, вы никогда не найдете, которые того времени, не которые сейчас пишут, а того времени 19 века, 18 века, начала 20 века. Вы никогда не найдете слово «Азербайджан» или «азербайджанец». Во всех международных энциклопедиях, исторических, этнографических написано «закавказские татары» или «закавказские тюрки». Не было этого понятия вообще. Поэтому о какой исторической справедливости они могут говорить? И это не позиция армянина, а это позиция специалиста. Я готов с любым азербайджанским историком поспорить фактологически на уровне документов. Ну, на этот счет хочу вам сказать насчет названия народа. На различных этапах своего развития народ может носить разные названия. И не обязательно, что если, допустим, данный народ условно называется азербайджанцем, и 300 лет он мог носить совершенно другое название, а генетически это один и тот же народ. Таких примеров, я думаю, немало в истории. Смотрите, те же самые, допустим, венгры или румыны. Смотрите, почему? Вот вы сами задайте себе вопрос. Каким образом тюрки являются шиитами? Тюрок не может быть шиитом в определении. Ну, на этот счет, насчет религии, я не силен, я вам не могу сказать, потому что религия, она распространялась, надо все это изучать. И голословно я не могу вам ничего сказать на этот счет. Так вот, смотрите, у Азербайджана, как и у Турции, да, кстати, вот Эдик здесь, я не знаю, он вышел, не знаю, наверное, вышел. Если вы зайдете и прочитаете для турок, кто им создавал алфавит и кому у них там стоит памятник, потом мы найдем. Ни у Азербайджана, ни у Турции никогда не было своего алфавита. Никогда. В отличие от грузин, там, от нас, от греков, там, итальянцев, там, латинцев, там, так, да? Значит, смотрите. Есть одно такое правило. Оно касается не малых народов, а касается больших государств, больших народов, да? Которых там 12 миллионов, 10 миллионов, 15 миллионов и так далее. Есть международное определение, как говорят про эти народы. Народ, который не имеет своей письменности, не имеет своей культуры. Это я говорю про большие государства. Маленькие народы всегда подавлялись, им не давали ничего развивать. У Турции на протяжении веков был арабская вязь была. Арабская вязь. У нее не было своей письменности. У нее до сих пор нету своей письменности, она пользуется латинскими буквами. То же самое и у Азербайджана. То есть это говорит о чем с точки зрения науки? Этот народ не устоялся как нация. Ведь что такое Азербайджан, Турция и так далее? Это пришлые народы, тюрки-сельджуки. По большому счету, это степные народы, кочевые народы. Это не оседлые народы. А их потомство берется со времен Чингисхана. Оттуда они происходят. Это не оседлые народы. Да, например, итальянцы, греки, кипры. Кстати, чеченцы оседлый народ, чеченцы по миру не кочевали. Кстати, как и аварцы,
Так, а это оседлые народы, они не кочевали, в юртах не жили, и туда-сюда по миру, как цыгане, не бегали. Это оседлые народы. Армяне оседлые народы, европейские народы оседлые. А вот казахи, туркмены, узбеки, киргизы, башкиры, турки – это народы кочевые. В отличие от вашего и нашего народа, это народы кочевые, это не оседлые народы. Они везде кочевали. Поэтому у них не сформировалась ни письменность, ни культура как таковой. Она заимственная культура. Понимаете, во многом заимственная. Вот смотрите, вы живете почти в одном и том же регионе с Азербайджаном, но ваша музыка и даже ваша поэзия, она не заимственная. И у дагестанцев она не заимственная, и у лезгин не заимственная, и у аварцев не заимственная. А вот у казахов, киргизов, узбеков, турок, у них все заимственно, она идет все от арабов. Она от арабов. Но на этот счет я вам скажу. Это были в одно время, они кочевыми, сейчас стали оседлыми. Те же самые японцы, это пришлый народ. Выходит, он тоже кочевой, потому что коренной народ Японии это айны. Я к тому, что на разных этапах своего развития народ может иметь различное свое поведение. Азербайджан не был на тот период народом. Его название исходит из Южного Ирана. Я с вами для них был согласен. Северный Иран. А что вы, со мной не надо соглашаться. Не надо со мной соглашаться. Азербайджана как государства не было. Была Бакинская губерния, где всего было от 10 до 15% азербайджанцев. В Баку до революции азербайджанцы почти не жили. Не жили. Это, зайдите перепись населения того времени, вы посмотрите, что основное население это было русские, армяне, евреи, грузины, украинцы, белорусы, там часть народов какое-то небольшое, Северного Кавказа, а их жило в городе. Основная часть азербайджанцев стала переселяться в Баку после прихода к власти Гейдара Алиева. Тут со мной можно соглашаться, можно не соглашаться. Все, что я вам говорю, это документально, статистически зафиксировано. Вот как бы вы там не пытались меня куда-то, как-то, что-то, апеллировать ко мне у вас не получится в корне. Потому что я с вами говорю языком документов, которые писал не я. Можно я скажу, Владимир? Вы говорите только удобные отрезки времени, там, богини. Я никакие удобные отрезки времени не говорю. Я говорю фактологически. Я вам не говорю, да давайте уйдем 300 лет назад. Посмотрите на карты древнего мира. Вообще их не существует. Да и многих не существовало. Извините, Казахстана не было. Кыргызстана не было. Был Великий Тамерлан. Всю территорию насаждали оттуда и отсюда. Да? Да, что мне говорить? Вы откройте любую международную, кто по-английски читает, кто не читает там, не читает там. Армяне же не просили британцам там или еще кому-то, чтобы писали за нас историю. Это ученые люди, которые ездили по всем этим регионам, писали книги, писали научные работы. Это не один, не два и не 100 человек. За долгие годы, века, столетия, десятилетия. Это огромное количество, сотни и сотни ученых. И везде все пишут одинаково. Какой тут участок, отрезок времени вы хотите? Хотите, уйдем на 500 лет, хотите на 1000, хотите на 150. Но можно тогда узнать, какое преимущество дает мы народ? Этот вопрос оставим для Азербайджана. Давайте я попрошу без обид. Давайте без обид я, Ибрагим, попрошу. Азербайджанских лоббистов я понял. Ну, мне это не интересно, понимаете, вам доказывать очевидные вещи. Дело в том, что мы все равно как бы этот вопрос надо специалистам решать там, и возможно он уже давно решен, просто как бы эта тема сейчас для нас она человек зашел, он сейчас какие-то вещи выговаривает, а мы не можем это не проверить, ничего с этим не сделать, понимаете? Ибрагим, я же не пользуюсь ситуацией, что вы не можете проверить, я вам называю, где проверить.
Не, я не об этом говорю. Я просто Я не, хочу дорогой сказать, мой, что те... моя задача не стоит хитрить с вами. Не, мы Понимаешь? поняли, мы не в этом дело. Мы просто человек зашел, мы не знаем, кто это там, он с Азербайджана, откуда-то там вопросы задает. Нам этот вопрос на сегодняшний день, нам этот вопрос, это мы не знаем этой глубину этих историй, мы туда не влазим. Это Да, вопросы специалисты из Армении могут разбираться с азербайджанскими специалистами. Мы в этих Надо вопросах не определиться, знаем. точка Да. отсчета надо определиться, откуда надо считать. Ну вообще, видишь, это сейчас Ладно, опять дорогие будешь... мои Мы будем... чеченцы, вот вы говорите, что вы Альберт, чеченцы, мои дорогие чеченцы, какая вам вообще разница, что у нас с Азербайджаном? Понимаете, мы если же сейчас об этом вот у говорим. нас Вот. такой разговор пройдет, Мы я об начну этом оспаривать говорим. вашу справедливость, да, вашу справедливую борьбу. Подождите, чтобы здесь этого не было. Ну, разница есть, например, например, В для чем? меня разница, я бы не хотел, чтобы и азербайджанские ребята погибали, и армянские. Вот для меня это самое важное. Ибрагим, Вот я не с бы этой точки хотел, зрения чтобы... говорю, смотри, мне говорят, Да, я понимаю, как вы с говорите. исторической А вот точки это вот, зрения я говорю да, документально. совершенно верно. Вот эта тема, я поэтому говорю, ее не надо вообще как бы здесь сейчас нам развивать. Тем более вот этот человек, Тамерлан, вот у меня к нему вопрос. Тамерлан, вы знаете, что Чеченскую республику Ичкерия, что на нее напала Российская Федерация, что провела первую жестокую вот эту войну с потерями нашего населения 120 тысяч. Потом была вторая русско-чеченская война с потерями около 180 тысяч. Вы в курсе вот этого всего? Алло, Тамерлан, вы здесь? Да, он включенный. Он включенный. Вот мне интересно, потому что здесь эксперты есть, аналитики, прогнозеры, там всякие профессоры в азербайджанских вопросах, в палестинских вопросах, я не знаю, там в римском каком-то деле, да, там 1000-2000 лет назад. А вот нашу тему, вот, чеченскую, будем решать или нет? Вот интересно. Отвечай, Тамерлан. Я его, если он не отвечает, я его выключаю. Выключай, он не будет отвечать. Он... Почему? Я буду отвечать. Я внимательно слушаю, я не специалист в этом вопросе. Все события, которые там происходили, я косвенно знаю. Очевидцем не был. Что мне еще сказать? Где? В Чеченской республике? Ну, я из Чечни. Я сам не застал эти события, но прекрасно знаю, что там происходило. Нохчевусу. Ну, поэтому вот интересно, вы все специалисты Азербайджана, Вот это меня армянских поражает. каких-то конфликтных Вы лучше ситуаций. займитесь своей собственной Да. историей и что у вас происходило. Изучайте и переживайте за свой народ, а не за азербайджанцев. Золодов, швы прям. Совершенно верно. Поэтому, Владимир, я вот с вами согласен, да, то есть лезть куда-то в тему, которую мы не знаем, это не наше дело, во-первых. Но то, что все-таки я против того, чтобы погибали азербайджанские, там, даже не женщины, дети, старики. Вообще я против этого. Даже просто парни, да, чтобы погибали азербайджанские, армянские парни, я против Ибрагим, этого. я же не кровожадный человек, я тоже не хочу, но ты пойми, меня как чеченец, но и свое отдавать мы тоже не будем. Да, я согласен, это тоже. Ты же тоже за свое говоришь, дорогой, ты же тоже за свое говоришь. СССР вы признаете? СССР вы признаете государство? Ну, когда оно существовало? Альберт, СССР, мы можем с тобой насчет СССР поговорить. Вот к нам мы гостя пригласили. Да, мы гостя пригласили не для вопросов каких-то СССР, римские, там вот эти вот исторические моменты какие-то, греческие, я не знаю.
древнегреческие. А мы по сегодняшней ситуации, просто происходящей там в Армении, в армянском обществе, и тоже просветить, что в чеченском обществе происходит. На будущее Ибрагим, я какие-то знаете, что закрепить поражен? мосты. Я Да. знаете, что поражен? Вот я ничего против не имею, это как бы вот личное дело человека, он сам там определяет, ему интересно это было, неинтересно, но я так понимаю, он до сих пор в Чечне живет, поэтому он говорить не может по-другому. Это все равно, что в Армении задать вопрос, а ты помнишь, что было в Первую Карабахскую войну, что было, сколько мы потеряли и так далее? Я вам скажу так, вы не найдете из 2,5 миллионов человек в Армении ни одного армянина, который не ответит вам на этот вопрос. И очень для меня странно, как человек говорит, я чеченец, живу в Чечне, и говорит, я очевидцем событий не был. Здесь у нас первоклассники тоже не были очевидцами этих событий, но они вам расскажут абсолютно все. И для меня это странно, не в обиду. Да. Дело в том, что вот у нас такая проблема, да, часто встречающаяся. Вот здесь в Австрии, например, мы как-то там, ребята стоят, как по какой-то теме там общаются, и мы вот рядом с нашим депутатом парламента Хусейном, ну, пожилой человек, тоже такой, респект персона, скажем, да, уважаемый. И мы вот стоим и смотрим, вот рядом ребята чеченцы, и они разговаривают. И тема у них, они про шиитов рассказывают, то есть там, и сами там в бороде, и все их какие-то, я не знаю, даже постельные дела шиитов, они знают, все их подводные камни, течения, вот эту всю их кухню разбирают там полностью на атом. И мы так подошли с ним, ну, слышим, как они общаются, и там поздоровались. И Хусейн спрашивает, ребята, вот вы знаете, почему вообще русско-чеченская война началась? Вот проблема ее, из-за чего вообще на нас вот русская, Российская Федерация напала? Они сразу не то, что как бы в незнании этого вопроса как бы заткнулись, да, а просто в страхе заткнулись. То есть даже они на эту тему боятся говорить. Люди, которые в Австрии проживают и с огромными бородами на это самое. То есть вот такая проблема, она у нас существует, и поэтому я чуть-чуть нервничаю, да, когда сюда мы здесь общаемся, заходит человек, и его волнует, видите ли, армяно-азербайджанский земельный вот этот вопрос. В то время как чеченский народ сейчас нуждается больше всего в специалистах, да, вот таких людях, которые должны выговаривать правильные вещи и немного как бы, я не знаю, поддержать свой народ должны, немного проявиться где-то. То есть сейчас я не говорю, что в военном плане каком-то, а чисто там в общественно-политическом деле. Я извиняюсь, просто вот такая сложная ситуация. Плюс вот этот религиозный фактор, он вообще, я не знаю, там последние вот эти вот остатки раздробил. То есть вся тема здесь религиозная. Вся вот это даже армяно-азербайджанский конфликт, он через религиозную призму на него просматривает, понимаете? Вот как раз вот ты очень правильную тему затронул. Я хочу сказать, что у нас вообще нету с армянской стороны никакой религиозной подоплеки. Вообще. Вот мы ее не считаем христиано-исламской войной. Вообще никак. Азербайджан ее в определенных странах мира, в исламском мире, хочет ее преподнести как какую-то священную борьбу. Это полная ложь. Это вообще не связано с религией абсолютно никак. Нету никакой войны между христианской церковью и мечетью. Никакой такой подоплеки, и вообще изначально этого не было. Вот тут как раз у нас в этом плане все ровно. И мы не можем под таким флагом вести войну, потому что у нас очень много дружественных исламских стран. Я уже называл, первая наша дружественная братская страна – это Исламская Республика Иран. Это братский народ. А армян, проживающих в Иране, иранское правительство называет золотым фондом.
Потому что огромное количество ученых, бизнесменов там и так много-много-много чего. И у нас Большая, да, армянская диаспора? Да, она не только большая. Обязательно у них по закону армяне должны быть в иранском парламенте. И как вы помните, на недавних выборах кандидат в президенты был армянин этнический. В том числе он был правой рукой президента того и был близким соратником Хомейни. Этнический армянин, христианин. Владимир, а религиозная принадлежность у армян, которые там проживают? Христиане, так же, как и я, как и Армения, григориане. Там Иран, более вам того скажу, вы знаете, что в Иране запрещено пить. Ну, хотя иранцы пьют, но дома пьют. В ресторанах, в барах, у них никаких таких вещей нет. Запрещен алкоголь. Единственный в Тегеране 2 армянских ресторана, и там сидят все европейцы, дипломаты, послы. Только армянские рестораны имеют право в армянских ресторанах пить, сколько хочешь. Но туда вход иранцам запрещен. Все остальные, кто хочет пить, мусульмане других стран, европейцы, латиноамериканцы, африканцы, кто хочешь, иранское государство разрешило только армянам иметь в ресторанах лицензию на алкоголь. Это беспрецедентно. У нас мы не можем водружать какой-то флаг против ислама, потому что наш ближайший друг и союзник, и ближайшая наша братская страна — это Иран. Поэтому кто может говорить, что армяне там что-то против ислама выступают, это полный бред, либо человек там просто или не знает чего-то, или в школе не учился. У нас Иран, это раз. Арабские Эмираты. Более того, в Арабских Эмиратах в высших учебных заведениях, по-моему, не в 10 классе, там, уже в конце школы, обязательное изучение вопроса армянского геноцида в Турции. Обязательно. Это обязательный предмет в Арабских Эмиратах. Наш второй союзник и друг, не союзник, но очень хороший друг, это Египет. При осаде это была Сирия. То есть Ливан. Это вообще для нас братская страна всегда была, всегда оставалась. У нас были прекраснейшие отношения, великолепные, с Муаззом Каддафи. Просто прекрасные отношения, он просто был влюблен в Армению. У нас не было никогда таких вопросов, потому что мы с арабскими странами имеем цивилизационный характер. Тысячелетиями мы находились вместе с арабским миром, находились с Александрией, когда еще была Великая Армения, много есть летописей и так далее. Поэтому, когда говорят армяне там против ислама, война с Азербайджаном — это ислам, ничего подобного. Никогда Армения не водружала антиисламский флаг. Этого быть не может. Потому что мы в первую же секунду потеряли бы нашего большого друга в лице Ирана, который всегда рядом с нами стоял и стоит до сих пор. И более того, и русским сказал: не дай бог, Азербайджан пойдет войной на Сюник, я веду войска. И в лицо Лаврову сказал на пресс-конференции министр иностранных дел Ирана. Он сказал, вот он начал говорить: 9-й пункт, соглашение, дорога должна быть открыта. Иран сказал: никаких изменений границ. Это национальная безопасность Исламской Республики Иран. И нам все равно, это вы хотите, турки хотят или Азербайджан. И если вы будете нападать на Армению, это вы свяжетесь, будете иметь дело в том числе с Ираном. Вот вам ответ исламской страны. Поэтому этот вопрос надо снять. Армения антиислам — это нарративы тех, кому выгодно, чтобы это так было. В Армении, кстати, есть мечеть. Кто не знает. Здесь мусульман, я не знаю, сколько там человек живет. Очень-очень мало. Но зато в Армении есть огромная большая мечеть. Ну вот, Владимир, у нас у самих, у чеченцев сейчас на первом месте стоит вот эта вот проблема как раз таки ислама.
Я сейчас опять имею в виду именно вот его вот это политический ислам, исламистская вот эта версия, да, там, когда люди себе там молятся, там, я не знаю, какие-то обряды совершают. Вот то, что у нас практиковалось, вот это традиционное дело, оно абсолютно не мешает никому, это наоборот там где-то полезное, духовное там и так далее. Ну, вот через этот ислам, вот через это непонимание, вот они начинают, вот появляется, ведь они не потому, что азербайджанцев любят или Азербайджан любят, а потому что работает солидарность исламская, понимаешь? Да, но что интересно, если в случае вот это еще в начале 90-х вот этот конфликт, да, когда чеченцы были тоже туда затянуты, и то есть на тот период у нас не было вот этих политисламистов, скажем так, да, то есть людей, которые рассматривают вот это вот глобальное образование, халифат, там установление Корана и Сунны, шариата во всем мире, там 5-10. То есть вот люди, которые уже на этих позициях, они наоборот первые враги, самые главные враги Азербайджану. Ну, скажем так, Азербайджану, Ирану, всем шиитам. То есть шиитов они вообще считают не мусульманами и самыми злейшими там врагами ислама. Хотя те тоже находятся в исламе и тоже мусульмане, да, только другая ветка. Да нет, То пожалуйста, есть, если чеченцы... Слишком запутано, слишком все запутано, я имею в виду. Если чеченцы думают, что такое большое углубление, погружение в радикализацию ислама, это приведет пользу для чеченского народа, тут не в обиду. Я говорю, ничего против ислама не имею. Но радикально туда засовывать голову, это крайне опасный путь для вас. Я не говорю, что ислама не должно быть. Люди могут верить. Но сильно туда погружаться и из этого делать, вот, вводить огромное количество ограничений для свободы человека, это не приведет к развитию нации, государства. И самое главное, сегодня выживают народы, не только которые сильные духом, религия дает дух, бесспорно, но должно быть все в меру. Но выживут, вот поверьте мне, не только те, кто очень религиозный, а в первую очередь те народы выживут, которые посвятят своему государству, дадут очень много образования правильного и будут развивать современные науки. Вот эти народы в современном мире выживут. Все, кто будет отвергать науку, это нам не надо, то не надо, наука против это там шайтан, это там еще что-то и так далее. Извините, эти народы, это не важно, это будут христиане или это будут мусульмане. Эти народы, у этих народов шансов выжить не будет. В 21, 22, 23 веке. Радикализм, он тормозит что христиан, что мусульман, что буддистов, что кого угодно, любую конфессию возьмите. Он будет тормозить. Потому что я всегда как определяю, чем больше насаждают жесткую религию, чем больше насаждают, тем меньшими темпами развивается эта страна, она начинает отставать, и тем больше появляются паразитов, которые через управление, оставим в сторону религию, даже христианство, через жесткое управление в христианском мире берут под контроль над волей простого человека. И его подавляют, управляют, и в то же время его грабят, раздевают и обувают. Поэтому любой радикализм, любое глубокое погружение в любую религию, оно ничего еще никогда никому хорошего не приносило. И чтобы не было никому обидно, я убираю ислам. Я говорю даже про христиан. Да. К сожалению, вот эта проблема, она... Вообще, вот мы вот это политическое движение, вот эту вот демократическую партию создали, потому что вся какая-то политическая сила, если ее так можно назвать, которая в чеченском
народе, в чеченском обществе активно где-то как-то участвует, да, в жизни чеченского народа, она вся, к сожалению, исламизирована. То есть все эти люди, у них на первом месте интерес вот этих идеологий, которые, как мы говорили, с 90-х годов нам как бы в наше общество внедрили. У них интересы вот, на первом месте успех своих вот этих вот религиозных течений, движений. И сам чеченский народ, это просто как и тема вообще чеченского государства, она для них, ну их как бы вот эти пропагандисты, да, которые стоят за этими людьми, они их им подсказывают, вот говорите про чеченское государство, говорите про тему Ичкерии, независимости, типа вот за этим вы можете спрятаться, да, там спрятать свой вот этот религиозный фактор, то есть свои настоящие свои цели, да, и уже с этих позиций как бы будем устанавливать вот это ислам и так далее. То есть сам чеченский народ, он является как плацдармом, как жертвой, да, вот для этих людей, которые просто хотят паразитировать на нем. И мы постоянно ведем просветительскую вот эту работу, пытаемся просвещать людей. И сейчас вот нас как партию, как политическое движение, там атеистами называют, да, там, я не знаю, безбожниками, вот эти всякие исламисты, там, ИГИЛ вот этот, да, ну, я его в общем ИГИЛ называю всех. Все, кто ислам рассматривает в связке с политикой, я вообще их называю ИГИЛ, да, просто это удобно так назвать. А так, на самом деле, это IS называется, да, там на англоязычный лад, то есть сторонники исламского государства. Вот эти вот люди, они распространяют слухи, что типа, вот, да, у нас есть сейчас в обществе появился такой человек, антитеррор ЧРИ, по-другому его Пхармат называется, то есть который открыто вообще не то, что там с радикальным исламом, а полностью с исламом борется. Я знаю, да, я был на чате. Да, он имеет место тоже существовать в демократическом государстве. Вот государство, в котором он сейчас проживает, он тоже там имеет место существовать. Он никому голову отрезать не призывает, в отличие от этих исламистов. Да? Он никому не призывает никаким агрессивным каким-то действиям. Пропаганду, да? И пускай эти ведут свою пропаганду и выиграет как бы сильнейший в этом деле, да? Кто прав, тот победит. Вот смотрите, я как пример вам приведу, да, я много раз бывал в Иране и знаю Иран хорошо. Посмотрите, в Иране достаточно жестко. Парень не может взять девушку за руку, может подойти полиция, попросить документы, если они не муж с женой, парню могут дать там 20 палок по спине, их арестовывают, вывозят в отделение и так далее. Это перебор. Это перебор. Молодежь бастует, молодежь возмущается, да. Они верят, они чтут Аллаха и так далее, но они против того, чтобы это было безумием. И я вам скажу эту такую вещь, я очень много знаю людей, очень много. Я вам даже могу сказать, там, не дай бог, если в Иране будет революция, то вы знаете, что там первое, что произойдет в Иране, начнут массово вешать мул. Массово. Мулы там довели народ до той степени, что в Иране их просто ненавидят уже. Как бы люди религиозные при этом. Да, они чтят Аллаха, они ходят в мечеть, но мул уже ненавидят. И если там будет революция, первые, за кого они возьмутся, не за полицейских там, не за судей, а первые, за кого они возьмутся, вот за этих служителей, которые там реально довели народ до очень плохого состояния. Иран тяготеет к светскому образу жизни. До революции в Иране Иран проповедовал ислам, но был очень светским государством. Очень, и было высоко развито образование. Наследие того осталось и по сегодняшний день. Успешное очень государство было. Да. И народ соскучился по светской жизни, это я знаю. Они бунтуют, молодежь даже выходит ночью специально
Я тоже здесь общаюсь, тоже вот в европейских странах, когда пересекаюсь там с иранцами, они нормальные, то есть само наоборот, вот у них общество, оно более к светской вот этой вот системе тяготеет, а именно их вот это вот правительство, оно А исламизировано. почему? Знаете, по одной простой причине. Так проще управлять. Нужно, чтобы твой народ боялся моллу, да, больше, чем своего отца и мать. Который представляет Бога как бы на земле. Вот, Как бы, да, но когда значит, посмотришь, вот я знаю, там есть такой город, это по дороге в Исфаган. Когда мне рассказывают, что там творится в минаретах, это мне иранцы рассказывают, волосы дыбом встают. Вот. Поэтому я хочу сказать, когда народ загоняют конкретно под радикализм, ну не означает там терроризм, радикально. Вот. Например, вы знаете, когда в Европе, ты же в Европе живешь, ты знаешь, как православных называют? Ортодоксами. Да, да. Ортодоксы. Ведь, смотрите, русский пост гораздо жестче, чем исламский пост. Очень жесткий пост, когда они постятся. Гораздо сильнее, чем исламский пост. Поэтому я не против религии. Я говорю, что чрезмерное насаждение религии, любой, ведет к отставанию развития человека и общества. Чрезмерное. Человек должен бояться Бога, человек должен чтить законы, должен почитать и так далее. Там очень многого хорошо написано, в том числе в Коране. Я читал много раз Коран, там изучал. В том числе изучал науку о Коране, да, или Аль-Тари. Это было, ведь изначально Коран это была наука. И было 622 год. Она называлась «Наука об исламе» или Аль-Тари. Это же не просто там вот так, да, взяли, написали книгу. Это научная книга. Многие считают, что пророк Мухаммед запретил есть свинью только потому, что она грязная. Многие забывают, что пророк Мухаммед еще был врачевателем хорошим. Очень хорошо знал медицину. И он не просто запретил есть свинину в регионе, потому что она просто грязная. Да, это грязное животное, она может и человека сожрать. Но еще и потому, что свинина в том регионе, она раньше водилась еще до ислама и так далее. Она приводила к страшным болезням. В то время дизентерия была как холера. От дизентерии раньше не лечились, умирали люди. Одна из причин, это в том числе запрет употребления свинины касается медицинских показателей. Вот когда меня удивляют там, да, там, я бываю в арабских странах, когда разговариваю, не все из них, ну там ученые, их мужи знают, но не все знают, почему запрещена свинина. Не только потому, что она грязная, а еще в том числе из медицинских показаний. В том числе, кстати, и намазы тоже. Это не просто намаз. Это в том числе имеет и медицинское свое происхождение. Владимир, для нас вот самое важное, для нашего народа, это четко провести грань, то есть остудить наше общество немного, вот, чтобы вот чуть-чуть начали думать, потому что очень сложная у нас ситуация. Ваши очень ученые сильно, и мужи очень, должны работать с вашим народом. Да, очень сильно подвержены вот этой пропаганде люди. И людей нужно остудить. Вот у нас в нашем временно оккупированном государстве у нас очень прекрасная статья есть, статья 43 в нашей Конституции, в которой прописано, каждый человек, каждый гражданин Чеченской Республики имеет право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. То есть все вот эти всякие медицинские хорошие показатели, все вот это дело, пожалуйста, вот у себя там дома на коврике где-то. В государство это дело не впихать. Пожалуйста, вот там у себя в мечети мулла, он в мечети у себя там. Какой-то священник, поп, проповедник, он у вас в церковь есть, там в церкви, пожалуйста. Все, вот разграничение, да, вот как опять-таки же в статье 4, как у нас разграничено, религиозные объединения отделены от государства. Но это Всё. у нас то же самое. Мы же тоже религиозный народ.
Ибрагим, мы тоже религиозный народ. Мы любим своего католикоса, армяне ходят в церковь, у нас много церковных праздников и так далее. У нас, кстати, есть еще и языческие праздники в Армении. Вартавар называется. Это языческий праздник. Обливание водой. Он Но языческий. дело в том, что ваши религиозные учения, верования, они не посягают на вашу национальность, на национальную вашу составляющую, на национальную На свободу не самосознание, посягают. да, вообще на все ваше национальное, на государственное. А в нашем случае вот эта идеология, которые нам через русский язык начали приходить и пришли в 90-х годов, они именно нацелены на уничтожение нашего национального и государственного. То есть это полностью противоположное нашей культуре, нашему менталитету, нашему самобытию. Слушай, ну у вас же много интеллигенции есть, ученых есть. Почему они не ведут просветительскую работу, не объясняют это? У вас очень много богатых людей, чеченцев, очень много. За рубежом тоже живут очень много. Почему они не вкладывают в это деньги? Да, вот я сейчас рассказывал там о парнях, да, которые там про религиозные всякие, шиизм туда-сюда говорили, а потом, когда у них про политику спросили, они сразу в ступор ушли. Дело в том, дело в том, что вот это у нас ситуация, она очень сложная, да. Вот в отличие даже там, от Украины, которая сейчас в состоянии войны с Россией, у нас за рубежом даже людей как бы ликвидировали, да, там вон в Катаре у нас вот этого нашего исполняющего обязанности президента Эндербиева взорвали, потом передали на красный коврик, поставили вот этих убийц, их как бы наградили. Потом здесь, вот где я проживаю, в Вене, в Австрии, в 2009 году одного застрелили, вот сейчас пару-тройку лет назад еще одного застрелили. В Бельгии там ножом пырнули, в Германии, если вы не в курсе, Красиков был такой Вадим, сотрудник спецслужб русских, который расстрелял там Зелимхана Хангашвили, а потом его поменяли на других хороших русских. И это, понимаете, как бы играет на чувства, на как бы нам показывают каким-то, я не знаю, неумышленным, я не знаю, каким-то вот образом нам им показывают, чтобы мы сидели и молчали. То есть, вот, к сожалению, у нас так. И с другой стороны, у нас стоит вот это вот религиозный фактор, который решает все твои проблемы. То есть мы все должны умереть, там в раю у нас будет все хорошо, так что здесь сидим и дышим ровно. Вот, проблема, к сожалению. Дома родственникам проблема еще бывает. Вот кто-то Да, это я тоже, да, правильно, это я забыл подчеркнуть, вот это самое важное, то есть наша культура, да, вот это родственные узы, родственные связи, она как раз таки еще с 19-го, с 18 века, если вы знаете, аманаты так называли, взятие, заложники близких родственников. Русские называли это аманатство. Когда брали в плен детей, жен, там, матерей, там, и вот это такая политика, да, по захвату близких, захвату заложников, она по сей день, к сожалению, продолжается. И чтобы привлечь к этому мировую, мы в неком замкнутом круге, да, мы не можем не привлечь мировую общественность, потому что для этого нужны люди, которые готовы на это. Эти люди не готовы к этому, потому что их там запугивают и религиозно их одурачивают. И вот так вот как-то ни туда, ни сюда у нас получается, да? Очень сложная, одним словом, ситуация. Но то, что люди есть, что там есть, я не знаю, там образованные люди, то, что есть грамотная интеллигенция есть, это да, это есть, но что есть, что нет, вот, к сожалению, потому что они есть у себя где-то там в подушку себя. А вот в общественном деле никто пока не решается
во-первых, из-за исламистов вот этих, во-вторых, из-за преследования русских, там, родственников и так далее. И, вот, Меня, и знаешь, что плюс, поражает, Ибрагим, и, извини, перебил. и плюс Меня, знаешь, я еще один а, момент подчеркну, и плюс еще недоверие к мировой общественности, да, вот, потому что в нашем случае нам же как бы, ну, почти нас как бы не то, что не поддержали, а даже больше русским помогали во время наших войн. А сегодня Украины, несмотря даже на то, что у них намного благоприятнее ситуация, хотя война это горе, да, для всех, но у них более как бы, их видно, да, они информационно как бы открыты. Все равно вот это действие мировой общественности, их вот так, тенденция вот эта вся, да, вот эта пассивность, она опять-таки нам не дает никаких надежд. Вот поэтому я сейчас не пытаюсь оправдать, я лично не согласен со всем этим, да, потому что все равно бездействие не есть выход из ситуации. От бездействия, само собой, ничего не заживет. Но вот сложно все-таки. у Извините, что... меня, знаете, такой один вопрос, я вот не могу понять. Я вот иногда вот там смотрю разные видео, да, там, Ахмат там воюет в Украине. Я не могу понять одну вещь. Ладно, вы воюете в СВО как подразделение армии Российской Федерации. Ладно. Считаете, что должны, ладно, как граждане России воюют. Я просто не могу понять, при чем тут Аллаху Акбар, когда идут в атаку. Вот это я не могу понять. Это что, религиозная война, что ли, с христианами? Это же не религиозная война, там два христианских государства воюют между собой. И вот зачем кричат Аллаху Акбар, я вот не могу понять. Понимаешь, Ну, это... понимаешь, что творят с народом, да? Что это вообще придается фактически, Ну, вот фактически поэтому... получается, что Владимир, Россия поощряет, и вообще, как бы, когда чеченцы там воюют, получается, что они воюют как бы против христиан. Идет противопоставление. ну, вы не один удивляетесь этому, потому что весь мир вообще удивляется вот этому, да? Как это так? Тем более государство, которое вчера загеноцидило народ, который сегодня уже идет там. Более того, официально вот этот военный, которого достали из бункера, где он сидел там в своем Да. Мартанчук, в Урус-Мартановском районе, некий такой Алаудинов, как его украинцы называют, лапти Аладдина. Его посадили в телевизор, и этот человек день и ночь пропагандирует о неком пришествии Иисуса и возглавляет войско Иисуса, алейхиссалям, как, ну, я его цитирую. Да. Да, и которая борется с войском Даджаля, то есть антихриста. Вот, я не знаю, тут смеяться или плакать, вот такая Это ситуация. безумие. Послушайте, он стал почетным, не, он как, ему дали в университете звание доктора наук, журналистики или что-то в этом. Это безумие, это издевательство над наукой. Понимаете, что это такое? Кадыров стал доктором философских, почетный доктор философии. Это просто это безумие. Это честно безумие. Это просто самое настоящее издевательство над здравым смыслом и над наукой. Да, полностью вообще все, что в России называется наукой, оно поставлено под полное не то, что сомнение. Чем больше ваших детей будут учиться за рубежом, в университетах, тем быстрее все изменится. Ну, надеемся, что так. Просто информационная работа, патриотическая, национальная, там, по объединению национальных каких-то интересов, по возрождению национального самосознания. Вот очень важно это сегодня именно в таком русле вести работу, но тоже
мало нас слишком. Имеется в виду тех, кто информационной работой занимается. Так-то много в обществе людей, но в основном все как бы... Опять-таки винить я всех тоже не могу, потому что вот у нас даже случай, вот здесь партию, когда мы эту организовали, учредили, и взяли в партии, выдвинули председателя, ну, как бы, попытались в классическом виде партию как бы продвигать, да? Но оно не получается, потому что когда вокруг одной персоны все сконцентрировано, в нашей ситуации это сложно, потому что давление, там, угрозы, потом вот это со стороны радикальных людей всякие обвинения в вероотступничестве, там, пятое, десятое, ну, сложно это все, очень сложно. Знаете, я скажу так, запретить родителям отдавать в университет ребенка никто не может. И обучать его, да, давать ему образование, никто не может. Это должно быть желание родителей и понимание. Родители должны формировать своих детей. Они законы, обряды, и детей направлять совсем в другую сторону. Если сами родители этого не захотят делать, ничего не будет. Ни один просветитель, ни один ученый не поможет. Вот такие дела. У вас там сейчас день, да? У нас сейчас 2 часа ночи. Окей. Европе, ну, Я так понял, 11. Да, у нас 11 часов. Ну, у вас поздно, вы, если хотите, можете как бы уже... А нет, я только еду из офиса. Я только из офиса еду. Ну, все, тогда отлично. Просто тоже как бы у вас слишком... Все нормально. Да. В любое время можете приходить тоже к нам в гости, общаться. Тут разные у нас тоже бывают люди. Сегодня у нас только 100 человек в эфире. Посмотрим, там другие гости какие-то, которые тоже общаются на эту тему. Все равно нам надо нацелиться на будущее. Там. Я понимаю, что сейчас ситуация сложная, но в мире бывает так, что все быстро меняется. То есть очень быстро процессы некоторые протекают, и то, что люди там прогнозируют на пару десяток лет, может за несколько дней произойти. Поэтому я лично Вот за то, чтобы в будущем... сейчас я получил сообщение, что в Израиле хотят ограничить свободу христиан и запретить поклоняться Иисусу. Вот вам и развитие ситуации в мире. Да, интересно тоже. В общем, мир сошел с ума, это 100%. Он и будет дальше сходить с ума. нам не надо лезть в религию, нам надо спасать Кавказ, народы Кавказа. Но видите, как народы Кавказа спасать? Народы Кавказа, вот видите, ведь смотрите, вот тут не в обиду человеку, который там мне там задавал вопросы. Но видите, ведь это не потому, что там симпатия к Азербайджану, а тут мешает как раз объективно оценить происходящие события, именно религиозный фактор, потому что мы христиане, азербайджанцы мусульмане, и человек тоже мусульманин. И через эту призму он выстраивает отношения и задает вопросы по отношению к Армении. Вот это будет мешать. Вот это будет мешать. И мешать будет очень серьезно.
При том, что я хочу сказать, что первые вообще упоминания о чеченцах, там как-то Нохчи, что-то там такое было, я сейчас точно не помню, у меня под рукой нет документов. Первые упоминания о чеченцах вообще были в армянских манускриптах почти 1000 лет назад. Ни в турецких, ни в азербайджанских, ни киргизских, ни казахских, никаких тюркских документах. Потому что и таких народов-то и не было на карте. Но уже армяне упоминали о чеченцах. Это очень интересный факт. Надеюсь, вот эти архивы, они еще есть в Армении. Ну, и силы есть, и они работают. Нахчметяне называли. Да, что это там такое? Я даже сейчас там... У меня это материалы были, эти материалы. Вот я вот даже открыл там одну из работ, там пишут, что чеченцы и армяне одни из древнейших народов Кавказа, что соприкасается уже 1000 лет. Нам с вами 1000 лет. А вот про кого мне вопросы задавали, их даже там не было. Это еще было, когда было армянское государство, называлось Урарту. И вот интересный такой факт. Нохчи Матьяни, да, могут быть упомянуты в армянском научном труде Ашхарацуйт. Это география мира, 6 век от Рождества Христова. Мы уже о вас писали. И вот таких работ вы должны брать много и показывать своему народу, что вы не вчера были созданы, и не позавчера были созданы. А когда вы были как чеченцы, честно говорю, понятие как русская нация не существовало, как и многие другие. Понимаете? Вот это вы должны не потому, что мы вас называли, а потому что вы сами о себе должны говорить, что мы уже тогда были как нации. А кто? Белорусов не было, украинцев не было тогда, русских как русских не было. Кстати, о первых русичах опять-таки упоминали в наших манускриптах о них. Но мы о вас говорили раньше, чем говорили о русских. Ну, русских тогда просто не было, а чеченцы уже были. Вот, я вам говорю, 6 век от Рождества Христова. Вы понимаете, куда вы, какими корнями далеко уходите? Поэтому вы свою историю должны показывать миру и своему населению и подрастающему поколению, что, ребята, вас не Россия создала. Вы уже тогда были. Тогда, когда еще те, кто говорят, что мы вас создали, их еще самих не было. И бояться этого не надо. И никто смеяться не сможет и не будет, потому что на каждый смех вы покажете документы. Пусть ваши ученые приезжают в Армению. У нас есть музей древней рукописи. Там хранятся книгам, которые сотни лет, более 1000 лет. Книги. Здесь это оригиналы книг. И вы там, как чеченцы, найдете о себе очень много. В армянских церквях, кстати, о чеченцах найдете. Найдете в институте Матанадаран называется. Этот музей древней рукописи. Туда ученые со всего мира приезжают, ищут про свои народы. Что мы там писали. Там вы увидите собственноручно написанное Марком Аврелия документы. Вы должны, это недорого стоит. Студентов привлекаете своих, чеченцев, которые учатся за рубежом. Привлекайте их сюда тоже. Это все делается, это все недорого стоит. Билет на самолет, отель, гостиница. 2-3 дня посидел, поработал,
2-3 дня посидел, поработал, вот тебе и уже и написана историю, которую ты можешь рассказывать своим родственникам. Тоже еще надо старый армянский язык знать. Не, там есть гиды, ученые, вы Да, кого да, там берете, специалисты есть там. там есть гиды, там все есть, вам все дадут. Вам все там дадут. Понимаете, не обязательно знать древний армянский язык. Там всегда есть Обязательно, специалисты. обязательно надо будет этим заниматься. Что? Обязательно надо будет этим тоже заниматься в будущем, в Поймите, ближайшем будущем. в этом плане Армения уникальная страна. В этих древних манускриптах, оригиналах, при этом вам не копии покажут, вам оригиналы покажут, которые доказаны при раскопках и так далее. Все это вы увидите в оригинале. И в том числе вот о себе почитаете, как о вас было упоминание и все остальное. Армат, у тебя есть вопрос, Володя, гости нашим? Пармат, хочу ауё, Пармат тоже можешь прокомментировать там, высказать. Я плохо слышу. Короче, когда захочешь, можешь тоже высказать. А где Тесла? Владимир, вы интересовались вот этими исследованиями ДНК? Вы имеете в виду наукой этногенетики? Да, вот сейчас есть такой как он уже, забыл я. Ну, короче, вот сдают вот это ДНК, в основном там Да. Y-хромосома, Мгм. вот это отцовская линия, да, как Да. Да, я делал себе. расселялись, там переселялись. Я Вы себе тоже такой, делали, да? да, делал, да. И в какую гаплогруппу вы попадаете? У меня у нас, смотрите, у армян очень такой, да, называется арминоидный ген, он называется. У меня там было всего 2 группы. Это 3% греческой и 1% народ, который населял, сейчас они называются итальянцы. Это все вместе где-то 3%, что ли, или 2,5%, что-то такое. Остальное все у нас. Я вам расскажу один такой прикол. Один прикол. Например, у итальянцев и у греков примерно где-то, у итальянцев и у греков примерно 15% нашей группы, именно арминоидной группы. И у меня есть мой друг, он живет в штате Массачусетс, в Соединенных Штатах. Он доктор наук, этногенетик. Это было несколько лет назад, там лет 7-8 назад. И он мне как-то звонит из Америки, и у них как раз проходил форум этногенетиков. И он мне звонит и говорит: слушай, говорит, ты сидишь или лежишь? Я говорю, что надо? Он говорит, или сядь, или ляг. Я тебе сейчас расскажу. Говорит, только что закончил свой доклад немецкий этногенетик, который несколько лет работал в Китае. Я говорю, и? Он говорит, на юге Китая у подавляющего большинства арминоидный ген, 10%. Я на самом деле умер со смеху. Почему? Я когда стал
смеяться, ржать, он тоже заржал. Мы как бы друг друга поняли. Потому что армяне любят говорить, да, этот армянин, тот армянин, то есть весь мир армяне. Но у армян есть одна такая смешная вещь. Они говорят, вот китайцы говорят, это тоже армяне, только, говорит, миллиардами брат. Я говорю, слушай, как армяне так шутили, такой наукой, как этногенетика, еще не было. Да, значит, знали, что говорили. Знали. Ну, я бывал очень во многих научных учреждениях Италии, на юге Италии, Греции был, во Франции. То есть мы действительно, это в те времена очень много написано о древней Армении, о том, о сём. И мы, это я вам не упрек говорю, это не упрек, просто констатирую факт. Мы, в отличие от вас, этим серьезно занимаемся в стране. Мы изучаем везде, где что у нас есть, а, мы берем и это развиваем в наших академиях, в университетах, изучаем, готовим специалистов. А у вас тоже есть документы. Но я не знаю, почему. Например, даже в современной Чечне, например, ладно, они же тоже там гордятся, что мы чеченцы и так далее. Тоже есть министр образования Чеченской Республики. Кто им мешает? В современной Чечне все умышленно связывают с исламским фактором. То есть занимаются Да, подменой исторических фактов. да, Кадры. Вообще из нашего могли народа бы прислать к нам. пытаются создать вот такой вот образ, что наш народ, он сформировался вообще из ислама. Что без ислама у нас нет культуры. Но вот сейчас с приходом вот этого, с Слушайте, но вы же выходом, знаете, кто вам ислам насадил? Это же не Россия с выходом, насаждала. с выходом вот в эфир вот этого нашего антитеррора, Пармата, да, там, Ага. короче, вот эта информация, да, она, о которой многие не знали, там реальная информация о религиозных каких-то вот этих вообще страшных вещах, которые чеченцы вообще никогда не слышали, то есть которые утаивали от чеченцев. Вот судя по вот этой информации, которая наружу сейчас вышла, там полное противоречие нашей культуре, то есть абсолютное на 180 градусов полное, я не знаю, в обратную сторону. Ислам чеченцам насаждали арабы. Это не может быть естественной вашей культурой. Понимаешь? При всем уважении к исламу. Но насаждали ее арабы. Начали арабы, закончили Россия. Она ничего не закончила, поверьте, она продолжает. Не, они очень хорошо осваивают вот эти все Да. самые такие, я не знаю, методы, да, вот такие, как сказать, там, агрессивные, бесчеловечные, там, подлые, да, вот все вот это созданное там на протяжении истории Начали не человечества. арабы, решите поправить немножко, начали не арабы, а турки начали. Тюрки, да. Не, начали арабы, потому что Вы что? Дербенты там еще Послушайте, а есть. кто тюркам привил ислам? Арабы? Всем арабы. Да. И у вас здесь ислам, когда насаждали, тюрки еще не были мусульманами. Они не могли вам ничего насадить. Дело в том, что арабскую версию изначально нам навязать не удалось там, по всей видимости, а вот уже тюркскую, такую более, скажем так, усовершенствованную или, я не знаю, прокачанную, как это современно сейчас говорят, вот такую версию, вот эту вот, как бы уподобив там или переделав, подстроив там под наши культурные какие-то моменты, вот так вот удалось это нам как-то внедрить. Армат,
Давай тоже выходи на арену. Прокомментируй Подключись, ситуацию. Анвар. Суфист, который нам занесли, как он назывался, этого Мельвари, мол, и имам. Ты же лучше это знаешь, переделанную версию ислама, которую нам несли. Безбожник, атеист, дьявол, даджаль, антихрист. Давай слово. Мы таким тоже слово здесь даем. У него что, эфир, что ли, по-моему? Ладно, может, да. Хотелось занять немного времени и поприветствовать гостя из своих земляков, маршал Думасаги, Маршал. маршала. Ну вот, историю Армении я не знаю, вот так немного так читал, что вот этот Ганнибал, вот этот, принимал участие вот в строительстве вот основании города Артаксата. Это одно время была вроде столица Армении, да, она? Ну, у нас много было этапов перехода по столицам Армении. Вот, Тигранакерт. Тиграна второго, я так, Тигран Великий второй, тоже там. Тигранакерт это как раз и есть. Тигранакерт как раз это и есть столица Карабаха. Вот, да, вот и про Тиграна второго так немного читал, Тиграна Великого, вот войны, вот античную историю читая, вот войны вот Понтийского царства, и вот потом Понтийский царь был, он зятем Тиграна второго, вот этот отрезок я немного так читал, читая историю Армении, немного так, знаний нету, хотел вот тоже пару слов сказать по этому и разнообразить разговор. Ну, вот как раз вы затронули тему, где есть понятие Тигранакерт. Это и есть столица Нагорного Карабаха была. Вот. И в этом плане, вот когда говорят, как Карабах стал Кстати, армянским. можно я вас перебью? Вот это вот керт на арианском языке, просто этимологию слова. У нас тоже много вот этих есть керт. Да. Слова одинаковые, 30%. С армянскими и навские слова 30%. Когда был в Армении... Общий, да, если... Так, Владимир, вас не слышно. Я перебил, просто хотел... Не, нормально, все нормально. Вот. Поэтому мой смысл весь в чем? Смотрите. Кстати, очень много общего у армян есть, в том числе и с аварцами. Очень много. Кстати, очень много армянских фамилий есть. Одна из древнейших церквей на Северном Кавказе, Дербенте, это армянская церковь. Это одна из самых древних церквей вообще на территории России. Вот, это тоже там есть. Просто я хочу что сказать, что необходимо вот чеченскую молодежь, ученых прислать в Армению. У нас очень много документов о вашем народе. Очень много документов. Причем документы, которые исчисляются, я говорю, веками, которых еще русский как русской нации просто не существовало. Уже чеченцы, уже нахчане, уже были. Уже были. Я уже не говорю про белорусов, я уже не говорю про киргизов, казахов, там, я не говорю там туркменов. Ну вот узбеки были. Я уже не говорю про многие другие народы Советского Союза, которых есть там, не знаю, Азербайджан, там еще кто бы то ни был. Но вы уже были.
И вам это своему народу надо показывать. Ребята, кто тут говорит, что нас тут недавно создали, мы там бегали по горам, были дикими, там не знаю чего, с нами не могли справиться. Вы уже были на своей земле, уже были оседлыми, как нация, не были кочевниками никогда. А это очень важно для образования нации и государства. Вы поймите, вот, понимаете, мне говорят, да, люди меняются, народы меняются, трансформируются, они потом м, седают, строят государства, строят города. Да, мои дорогие, это правда. Да, ведь каменный век, вот был каменный век, да, а сейчас каменного века нету. Сейчас индустриализация, технологии, нанотехнологии. Каменный век что? Почему он прошел? Что, камни перестали быть? Или камни исчезли, поэтому каменный век исчез? Нет. Человек эволюционировал, а не потому, что каменного века не было. Поэтому говорить о том, что вот они были такими, стали такими, послушай, поймите одну вещь. Народы формируются веками. Народ не может сформироваться за 100 лет. Ни один народ, ни одно государство за 100 лет не формируется. Для этого нужны столетия. А вы уже, добрый вечер. А вы уже были народом, вы уже сформировались как нация 1000 лет назад. 1000. Я могу возразить вам? Не надо мне возражать. Я же здесь не для возражений нахожусь. А, Хорошо. значит, а что, вы хотите сказать, что чеченцам меньше 1000 лет? Нет, вы утверждаете, что за 100 лет народ не может сформироваться. У нас Не просто может. есть примеры Южной и Северной Кореи, которые за 100 лет, даже гораздо меньше 100 лет, но они уже постепенно формируются в 2 разных народа. Послушайте, это один и тот же Такая народ. ситуация с чеченцами, и такая же ситуация с чеченцами. Послушайте, ну вот смотрите, я так понимаю, вы не профессиональный, да, политолог, из того, что вы сказали. Это один и тот же народ, который был разделен в политическом плане. Линии границы Южной Кореи и Северной границы – это искусственно созданная вещь одного народа. Да, Теперь, да, правильно. сейчас, Но секунду, смотрите. дайте до конца скажу. Значит, это, но смотрите, но если взять Северную Корею как государство и Южную Корею как государство, да, во-первых, Корея была, ей очень много веков. Но если мы говорим Северная Корея и Южная Корея, это неправильное определение. Это как взяли Германию, разделили на ГДР и на ФРГ. ГДР была более отсталой, ФРГ была более развитой. Южная Корея более развитая, потому что другой политический уклад, другая система, другое образование, наука и так далее, другая переформатация общества. И Северную Корею. Но говорить, что это 2 разных государства, нельзя. Де юра, с точки зрения международного права, их создали, их признали как 2 государства. Но по сути это один народ. В политическом плане разделенный. Один народ жрет тушенку на всю семью в месяц 1 раз с мясом. Вот. Другие таких проблем не испытывают и развиваются. Что-то северокорейского телефона я не знаю. Зато я знаю южнокорейские телефоны, телевизоры и так далее. А вот севернокорейские я не знаю. Но говорить, приводить пример, что это 2 государства сформированных, но это в корне, извините меня, но очень неправильно. Я могу сказать? Если на эту тему, то лучше не надо. Я же вам все сказал на Корею, Северную и другую. Нет, смотрите, один момент. Вы привели пример Германии, которая разделена на 2 части. Даже сейчас та часть, которая была за Советский Союз, она сейчас там вот эти, ну, люди, которые, короче, та часть Восточной Германии, которая была под Советским Союзом, там сейчас больше количество людей, которые продолжают топить за Советский Союз. А та часть, которая была за прозапад, она сейчас более прозападна. Даже несмотря на то, что эта стена, вот этой стены уже давно нет, но стена ментальная в немецком народе уже давно сформирована. Это не мои слова. Смотрите. Подождите 1 минуту. Вы буквально, опять 1 минуту приводите, буквально. смотрите, я говорю о нации, вы мне говорите о политически сформированных вещах. Не та же самая ГДР под пулями Штази перебегала через эту стену. Не могла жить в ГДР.
Вот не Да, та да. же самая нация. И что интересно, все И на ту, именно на западную сторону прыгали. да, никто в ГДР кто-то не бежал. Нет, было два перебежчика в ГДР, и то были два агента КГБ СССР, которые перебегали. Но все перебегали в Западную Германию. Да, менталитет, вообще менталитет, смотрите, у восточных немцев, он всегда был при Гитлере другой, у восточных, потому что они всегда ближе жили к Польше, Чехии, родственные отношения, там, Судетская область и так далее. У восточных немцев менталитет был... Но по сути, это всегда была одна нация, один народ, но в политическом плане их разделили на две части. Приводить пример, что у них ментальность, осталась любовь к Советскому Союзу. Послушайте, у нас в Армении идиотов, которые до сих пор любят Советский Союз, тоже достаточно. Что, ментально Армения перестала существовать как Армения? Нет, просто этих идиотов в свое время мы посадим в большой такой тазик и сварим из них суп. Вот и все, мы вычистим их. Как класс уничтожим. Чтобы от Советского Союза следа не осталось. У нас таких Не, так нельзя. в Заканюст хотят всех поместить. У нас в Заканюсте такой населенный пункт есть, и там есть психиатрическая больница. Мгм. Тут мы к вам пришлем. Не-не-не. Приезжайте к нам в Магадан, лучше уж вы к нам, да, так, такого типа. Да. Поэтому я сейчас не веду разговор на таком, извините за это слово, примитивном уровне. Нации разделились. Да нет, вы хоть там приведите мне Северную Корею, ГДР приведите. Мы сейчас говорим о географической плоскости. Здесь разделили политические строй поменяли. Я говорю о серьезных вещах. Я говорю о нации, формирование нации. Нацию, как немцев, за 70 лет оно не переформировало. Это тот же немец, тот же дисциплинированный немец. И когда сейчас Германия будет строить свои вооруженные силы, эти немцы будут носить ту же форму. Кстати, в ГДР после 1945 года у них форма от фашистской почти ничем не отличалась. Им Советский Союз разрешил оставить ту же самую форму. В Западной Германии то же самое. А вот форма армии определяет ментальность. Германские войска ГДР носили почти на 95% такую же форму, как носили войска гитлеровской Германии. Вот один. Поэтому про Германию нужно судить по другому принципу. Когда, не помню, у кого-то у одного немца, по-моему, это был Бисмарк, не помню. Когда спросили, как можно уничтожить Германию, он сказал, если вы хотите уничтожить Германию, надо вырезать офицеров генерального штаба. Вот. Поэтому, говорит, ментальность поменялась, они любят Советский Союз, любят и хрен с ним. А больше половины из них ненавидела. А сколько погибло в ГДР, когда перебегали на западную сторону? А молодежь сегодня, это вот осталось, может быть, там те, кто еще при Советском Союзе что-то там... А молодежь-то она вся другая в Германии. Вот вся другая Германия. Вот смотрите, поляки жили при Варшавском договоре, при Советском Союзе жили еще больше, чем немцы ГДР. Но такой ненависти, как у поляков к Советскому Союзу и ко всему русскому, вы больше нигде не найдете. Нигде. Вторые после них это украинцы идут. А поляки как были, а ведь при России они жили дольше. А возьмите прибалтов. Они вообще с 40-го года живут в составе Советского Союза, когда их немцы подарили. Но приезжайте в Прибалтику, посмотрите, какая ненависть ко всему этому советскому. То есть, видите, не сформировалась. А вот народы такие, как бывшие постсоветские страны типа Армения, Грузия, Азербайджан, вот этой швали такой просоветской, еще их не очень много уже, но достаточно. И в Азербайджане, я знаю, такие есть, и в Армении есть, и в Грузии есть. Есть. Больных людей хватает. Вот хватает. В Армении есть пророссийские силы. В Азербайджане с удовольствием жрали те же деньги от России. Эти спутники Азербайджан,
русский дом. Там же тоже было очень много прихлебателей. Вот в Армении вы можете зайти в интернете увидеть с транспарантами какими-то пророссийскими. В Азербайджане мы это видели. И в Азербайджане немало пророссийских сил. Очень немало. И через это тоже влияют, пытаются действовать и так далее. Мягкие силы так называемые. И в Грузии достаточно их есть. Но это не означает, что эти народы не сформировались, да, например, там вот Грузия, Армения, которым там века и века, тысячелетия. Они по-другому сформировались. То есть мы говорим о народах, которые бегали, прыгали, себя искали юрты, палаты. Смотрите, до сих пор она юртум у турок, мать юрта. У них даже в колыбельной вот этой национальной патриотической песне они воспевают материнскую юрту. В армянском обиходе юрта не звучит, в чеченских песнях юрты нету. Юрты встречаются у кочевых народов. Это казахи, киргизы, туркмены, узбеки. Но узбеки, кстати, больше оседлый народ. Турки, Азербайджан. Там. Тут обидного ничего нету. Каждая нация формируется и формировалась по-своему. По-своему. Поэтому это не оскорбление. Некоторым, когда говоришь, что есть кочевые народы, а есть оседлые народы, а сразу они говорят, вот армяне оскорбляют. Это научная терминология, это не я придумал как армянин. Это есть наука. Оседлые народы. Но все народы, что оседлые, что кочевые, формируются столетиями, тысячелетиями. Вот. Просто оседлым народам всегда было гораздо сложнее строить свое государство, формировать свой язык, свою культуру, свою письменность и так далее, и так далее, и так далее. Кочевым народам это было очень сложно. И можно сказать, почти невозможно. Потому что, смотрите, ни один кочевой народ, ни один, не имеет своей письменности. Ни Азербайджан, тут не в обиду, как есть, так и есть. Ни Турция, ни Узбекистан, ни Казахстан, ни Кыргызстан, ни Туркменистан. Ни у кого нет своей письменности. Нет, у всех оседлых народов, в большинстве своем, есть своя письменность. Поэтому я говорю, есть вещи, которые мешают нациям формироваться, есть вещи, которые очень быстро помогали формировать. Ну, вот возьмем Турцию. Турция миру не дала никакой науки. Вот если говорить о науке, вот что дала Турция? Не потому, что опять я армянин говорю про Турцию, я говорю объективные вещи. Ничего миру Турция не дала. Что дала миру, какую науку Арабские Эмираты, Катар, Саудовская Аравия, Бахрейн и так далее и тому подобное? Ничего. Никто из них народу ничего, миру никакую цивилизацию научную и открытие не дал. То есть я хочу сказать, глобальный юг миру ничего не дает. Все дает глобальный север. А глобальный север, кстати, мы тоже относимся к глобальному северу. И вы, и мы, и так далее. Глобальный север все дает. Кочевые народы ничего в науке, никому в мире ничего не дали. Не, можно, конечно, назвать там персидских поэтов и писателей, назвать там своими писателями, да? Это злоупотребляют и так далее, и тому подобное. Например, туркмены, когда обсуждают проект Туран, они говорят, мы дали миру конскую цивилизацию. Мы, как они сказали, мы воспроизвели коня, мы его оседлали. Ай, дорогой человек. Это говорят у них доктора наук, преподаватели университетов. Я смотрел как-то конференцию стран Турана, там были, значит, Киргизия, Туркменистан и Узбекистан. Или Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, неважно. Вот они на полном серьезе своему народу говорят, что Туркменистан дал миру цивилизацию коней. Понимаете, для них это цивилизация коней. Они коня оседлали. Только они забыли, что задолго до них Спарта, Греция, уже давно имела свою конницу. Вот такими тупыми тавтологиями, да, Да. люди вводят свои собственные народы в заблуждение. Алаба Но, к сожалению, так получилось, что многие кочевые народы
ничего миру не дали. Ну, не дали ни науку, ничего. Конечно, есть отдельные выдающиеся писатели. Но это исключение, это не правило. Это просто исключение. Поэтому тут включать синдром малых народов не нужно. Обидного тут ничего нету. Такова, к сожалению, история. И от этого никуда не денешься. К сожалению, люди многие на историю обижаются, а еще больше и начинают ее пробовать менять. Да, как русские сами сочиняют историю. Алабай, собаку они развели, другой, оказывается, при хромом Тимуре забрали кавказскую овчарку, и Алабай там, они как будто ихние, Алабай сейчас началось. Слушайте, вы знаете, я недавно услышал, у них есть один такой депутат, дебил, конченый. Я его обещал как-нибудь прибить, депутат Государственной Думы, Федоров. О, там меня, как я на него наехал, там все эти российские телеграм-каналы стали кричать, вот, этот человек русофоб, ненавидит все русское. Значит, ну, потому что идиоты. Я очень люблю русскую культуру. Культуру Достоевский, Пушкин, Чехов. Это искусство, оно общее. Общее. Люблю Шостаковича, Рахманинова, Глинку, Чайковского. Также люблю и Баха, и Моцарта, и всех остальных, да. Этот человек договорился до той степени, по-моему, он был, или какой-то еще один маразматик, говорит, что мы, русские, армянам дали письменность, язык, армянам дали письменность, язык и дали им государство. И сделали их армянами. Они. То есть они моему народу, который один из первых в мире признал христианскую религию как государственный в 31 веке, да? Мы первые были, кто христианскую религию сделали государственной. Мы имели свою письменность. Мы уже были государством. Мы уже были христианами, а русские только через 600 или 700 лет стали христианами. И то, когда я им говорю, как крестилась Русь, кто была княгиня князя Владимира. Они говорят, была княжна Анна. А откуда Анна? Из Византии, ладно. А откуда вообще ее корни? Из Греции, правильно. Кто был ее род Византии, цари? Кто правил этой династией в то время? Кем она была по национальности? Молчат. Я говорю, ну как кем? Вы не знаете? Нет. Я говорю, женой вашего князя Владимира в Древней Руси, княжна Анна, была этнической армянкой, царевной Византии. Когда была война за Херсонес, Херсон сейчас, да, Херсонес, князь Владимир осадил город и потребовал в жены княжну Анну. На что вышли ее братья и сказали, но эти армяне были православными, они были из Греции. Они не были григорианами, как мы, да? Но армяне. Они ему сказали четкие условия. Если ты примешь христианство, мы нашу сестру отдадим тебе в жены. Князь Владимир взял в жены княжну Анну, византийскую царевну, женился, и родились у него два сына, Борис и Глеб. Полукровки, наполовину армяне, наполовину славяне. Когда русским это говоришь, им становится очень-очень плохо. Я как-то одному священнослужителю русскому, высокопоставленному, задал вопрос. А почему вы свой русский народ не просвещаете, что вашего великого князя Владимира жена была армянкой, и она привела к крещению Руси через ее братьев? Знаете, его ответ какой был мне? Ответ был, меня свалил с ног. Что он мне ответил? Он сказал, сын мой, русский народ к такому не готов. Зато говорить, что
из всех нас они сделали людей, это они могут. А вот что сказать правду своему народу, они тоже не могут. И, кстати, вот это скрывание правды их погубит. Да, у всех они. Вот, например, Алиевы. Я читал у него старшего Алиева покойного. Мгм. Курд, этнический курд. Да, да. А сейчас учится азербайджанец. Он Я, этнический курд. значит, я вам скажу даже еще один такой секрет. Племянница Мехримана Алиевой замужем за армянином. Но они тщательно это скрывают. Понимаете, они думают, что чем больше правды ты скрываешь от своего народа, тем больше ты придумываешь новую историю, тем величе ты как государство от этого становишься. Это самая большая глупость, которая вообще человеку может прийти в голову. Поэтому вот когда я слышу вот на антитерроре там, да, вот на других там сайтах, там, когда вот чеченцы говорят там о возрождении нации, ребята, при всем уважении, пока вы нацию формирует история, пока вы не начнете формировать свою историю, вы не добьетесь никакого просвета, поверьте мне. Ну, вот при всем моем уважении. Я это вам говорю как там для многих старший товарищ, для многих друг, товарищ, брат. Там. Человек, который всю жизнь в политике и всю жизнь изучает политику, мировую историю. И я не просто там диванная крыса. Я прошел 2 войны, я офицер, работал в аппарате президента и в генеральном штабе, был советником 2 начальников генеральных штабов. Я знаю, что я вам говорю. Я всю свою жизнь посвятил изучению всего. Пока вы не будете проповедовать свою историю, вашей интеллигенции, ваши научные работники, чеченцы, студенчество, вы не будете посвящать дома историю, пока в каждом чеченском доме не будут знать историю и передавать ее из уста в уста, а не про столетнюю войну там с русскими. Это все ерунда. На это даже смысла внимания обращать нет. Вот. Пока вы это не будете сказывать своим детям, пока они не будут получать исторические знания, шансов изменить вот то, что вы хотите, будут очень низкими. Это вообще самосознание будет расти очень долго. Вот тут недавний пример был, вот на моих глазах недавно. Человеку задали вопрос, что ты знаешь о нашей войне? Человек ничего не сказал, не знает. В Армении вам о всех войнах, начиная с Играна Великого, расскажет любой ребенок. Потому что дома это передается из уста в уста. Вот этим, я думаю, чеченским народом надо обязательно заняться. Обязательно. Просвещение своей истории, своей нации – это дело крайне важное и крайне необходимое. И главная ваша задача и борьба – это уходить от насаживания вам радикального ислама. Ислам пускай будет. Нравится? Пусть будет. Но превращать это в радикализм, я считаю, это пагубный путь. Просто пагубный путь. Но это мое мнение. С ним можно не соглашаться. Да, для этого, кто не соглашается, например, для кого чужды национальные там какие-то понятия, да, там о национальности, о национальной принадлежности. Опять-таки же, да, мы подчеркиваем, что речь идет не там вот эти всякие пропагандистские элементы пытаются там нацизм, национализм, как-то все вот эти вот размазать, да, всякие вот эти рамки. Нет, тут идет речь о чисто своей национальности, о любви к своей родине, там, и плюс о сосуществовании, да, там, с другими народами, там, нормальных отношениях. Но дело в том, что вот эти вот несогласные с этим,
То есть те, у кого национальность вообще не имеет никаких интересов там вообще, Мгм. для них существуют места, где они могут свои идеологии проповедовать вне национальности. То есть это же есть сегодня, есть шариатские какие-то образования, да, там на Мгм. территории Афганистана, на территории Мавритании. Вот, Мгм. я не знаю, в будущем, наверное, надо будет, ну, я это образно говорю, все равно как бы нужно это озвучить, да, в будущем можно будет договориться там на государственном уровне, чтобы людей дать им визы, чтобы пошли туда и пожили. Пошли, переехали туда, пожили в этом шариате и посмотрели. И потом уже оттуда там селфи какое-нибудь, что-нибудь делали, показали, вот смотрите, как Мгм. здесь хорошо, давайте к нам. Вот смотрите, я вам могу обещать одну вещь, что если вы захотите прислать сюда кого-нибудь, чтобы здесь поговорили с нашими учеными, вы посмотрели какие-то документы, вам что-то рассказали, я вам это организую. Все встречи и так далее. Вам необходимо, жизненно необходимо обратить серьезное внимание, очень серьезное, на историю. Понимаете? Тем больше чеченский народ будет знать свою настоящую историю, которой более 1000 лет, тем меньше ими будут уметь манипулировать. И проснется и гордость, и самосознание. Не только там, потому что сейчас мы такой воинственный народ, там вот смотрите, что делают русские. Да, там вот смотрите, они с утра до вечера пропагандируют, что чеченцы только это хорошие солдаты и больше ничего. Все, чеченцы это солдаты, они любят стрелять, убивать и воевать. Это же такая пропаганда сейчас насаживается. И это восприятие становится у молодежи. Они этим гордятся. Не своей историей древней, а гордятся тем, что из них сейчас говорят, вот вы умеете только убивать, вы хорошие солдаты. Все. Из Чечни сделали фактически военную базу. Вот это нужно останавливать. Нужно вести просветительную работу, чтобы дети чеченские гордились своей тысячелетней историей. Слушайте, что такое тысячелетняя история? Нация, которая сохранилась. Вы знаете, да, было такое государство, называлось Великое царство Ассирии. Вы знаете, что этого царства больше нет? Нету. И народ исчез. Всего осталось где-то 10 тысяч ассирийцев. А чеченцев несколько миллионов. Смотрите, через тысячелетия вы прошли, сохранились как народ, и сегодня имеете свою территорию. А сирийцы исчезли. Исчезли. Поэтому вот этим вы должны гордиться. А что такое 1000 лет, которые нации? Никто не про вас в мире, никто не говорит как про цивилизацию. А про вас должны говорить как про цивилизацию, потому что вам 1000 лет, более 1000 лет. Значит, вы уже цивилизация. А теперь найдите мне, кто в Европе говорит, что Чечня это древняя цивилизация. Никто. Азербайджан из кожи вон лезет доказать всему миру, что он древняя цивилизация. Весь мир над этим, правда, смеется. Вот. А вы, имея 1000 лет за спиной, этим вообще никак не пользуетесь. Вот это для меня непонятно. Честно, тут без обид. Я не понимаю такого подхода. Вот, ассирийцы исчезли, потому что ислам пришел туда. Сперва арабская халифат, потом Тюркская, Османская империя. Это не важно. Важно не то, что ислам пришел. Ислам и сюда тоже к нам пришел. Но мы не исчезли. Мы воевали за свою веру и сопротивлялись, чтобы нас не исламизировали. Но я же говорю не об исламизации, я говорю о цивилизации. Одни, и даже христианские государства исчезли, некоторые. Вы остались, мы остались. Рим остался, Италия, Греция осталась. Остались. Египет остался, Персия осталась. Смотрите, вы наряду с этими странами. Но А обо где всех нас, смотрите, обо всех нас говорят, а вас нет. Почему? Это ваше упущение, больше ничего. За вас никто говорить не будет. Это вы должны четко понимать. Не согласны со мной?
Да, да, абсолютно. Лично вот я согласен Да, с да, всем, что вы согласен. сейчас Да. обозначили. И вот это, ну, что вы предлагаете, да, там, Мгм. возможности там, в дальнейшем вот эти места посетить, да, Мгм. это тоже Конечно. было бы неплохо, если вот у нас тоже там ребята будут готовы, там, ну, можно будет к вам обращаться, да? Спокойно. Абсолютно. Без всяких вопросов. Все, что мы сможем вам помочь, в этом плане вам хорошо. Возможно, какие-то документы вы найдете про себя еще, ну, наверное, а, в московских академических вузах. Возможно, там вы найдете. Но из всего постсоветского пространства документы о себе вы найдете только в Армении. Остальное вы можете найти потом в Италии, это может быть в Греции, может быть. Потому что у нас друг про друга очень много есть документов. Поэтому вам обязательно, смотрите, чтобы сформировать национальную самоидентичность и уйти от образа для всего мира, и прежде всего для ваших детей, вашим детям сейчас формируют образ, что вы боксеры, борцы, самбисты и хорошие солдаты. И все. А вы что, всю жизнь борьбой занимались, что ли? 1000 лет назад тоже только борьбой занимались? Или все-таки чем-то другим надо поискать, чем вы еще занимались? И убить этот образ. А да, надо вернуться к тому образу, где вы еще были до ислама. И что о вас писали до ислама, что вы проповедовали до ислама. Это все надо вам поднимать. За вас это никто не сделает. Мы можем вам помочь. Но если вы не захотите ничего делать, вот за вас никто делать ничего не будет. Да, да, Вам Вам абсолютно надо правильно. переформатировать национальное самосознание и национальное самоидентичность. Вы, как чеченцы, вполне имеете право заявить, что вы цивилизация, вам более 1000 лет. На постсоветском пространстве это могут сказать только 3 народа. Ну, несколько. Это могут говорить, кстати, аварцы тоже могут претендовать на это. А вы, мы и грузины. Все, на постсоветском пространстве больше говорить никто не может. А если говорить в мире о цивилизации, это поместится всего на 2 руках, на 10 пальцах, и вы будете в этом списке. Но поскольку вы никогда этому внимания не уделяли, а империя не позволяла вам об этом говорить, а говорили только дикие горцы, воевали с царем 10 лет, бегали по горам. Послушайте, вы же не могли, извините меня, вы же не могли больше 1000 лет только по горам бегать. Правильно? Так же не бывает. Значит, надо что-то искать, и надо своим детям и своему народу показывать. Ребята, мы не те, как нас представляют. Мы гораздо больше, чем есть на самом деле. И вот через это будет формироваться национальное самосознание, вера, и работать надо и за границей надо с научным сообществом работать. Пусть богатые чеченцы там дадут по несколько там штук, десятков баксов, евро европейским ученым, профинансируют их экспедиции, могут сюда прислать, могут там еще куда-то отправить. Они вам столько всего накопают, что сами будете в шоке. Да, да, это было бы неплохо, но вот, к сожалению, в нынешних реалиях я просто не могу это не озвучить из-за вот этого, из-за этой пропаганды, да, там, радикальной, Мгм. религиозной. Все какие-то инициативы, да, там, потенциальные, вот, финансовые какие-то там, я не знаю, сборы, да, на вот такое, на какое-то историческое, там, чтобы вот это, заниматься этим делом, да, что могло бы развивать вот эту сторону, оно перенаправлено на рытье колодцев, да, там, в Лимпопо, потом где это там, в Судане, в Сомали, в таких местах, к сожалению. И эти деньги непонятно еще куда уходят. То есть, если общество, которое готово, да, там, пожертвовать, готово там, Вот я не смотрите, знаю. насколько Москва красиво использует
вот эта воинственность, да, она миру всему показывает. Смотрите, какие у меня чеченцы, да, там они говорят, что мы пехота Путина. Вот используют этот тезис, и им говорят, смотрите, и всему российскому народу, и всему миру, смотрите, бойтесь чеченцев, они идут. То есть что это какие-то там не люди, а какие-то звери идут, что ли. Их должны бояться. И поскольку руководство Чечни неграмотное, они вот это хавают и счастливы таким образом, и для всего мира получается, что чеченец это кто? Это только солдат, который должен взять оружие, пойти убивать. Вот он ничего не в состоянии делать. Такой образ навязали, и чеченское руководство этот образ съело. Что в принципе не должно быть. Ну, видите, там, опять-таки, если говорить как о руководстве вот этой системе, оно неправильно, потому что это скорее пародия на руководство, потому что люди, вот, кто он там, вот этот поставленный, какой-то доктор он, или кто он там? Доктор наук уже. Да, там доктор наук, потом дважды генерал, это, по-моему, вообще впервые в России. Один раз генерал милиции, потом генерал там армии, В смысле дважды генерал? Да, вот так вот, дважды генерал. Внутренние войск и генерал армии, действующей армии. Ой, я Да, такого в да. мире еще не встречал. Генерал, как дважды Короче, генерал. нам одна вот такая медаль на все тело там полностью. И вот это вот дело, ну, которое два Ой, слова Господи. связать не может, его вот так вот показывают неким Слушайте, а руководством. Там, скажите если мне, что отец... А, А вот скажите мне, на чеченском языке вообще есть такое слово «дон»? Или это что? это есть слово паразит. Это дуйхун. Или как бы дословно перевести есть же. Вот так вот можно это перевести. Дон То это есть что? дуйхун, дуйхун, вот так его употребляют некоторые. Слово паразит. А он Как на говорит дон, русском. дон, дон. Не, вот он говорит чисто дон. Ну да, он уже как бы, он и другие слова вот так неправильно выговаривает. То есть там не только на русском, не только Дон у него неправильно. Мне вообще-то не интересно о нем, да, его вот это вот, Не, просто там. мне интересно, что значит, я все хочу понять, что он имеет в виду дон. Это типа как у армян ара, да? Ара, куда идешь, да? Вот это типа этого? Да, ну слово паразит. Ага. Например, Или то типа есть слово, то есть, то но... есть типа, как бы, там, какое угодно можно. Слово Ужас. паразит читаю, вот такое слово паразит. Я просто, ну, каждую секунду это употреблять, это же просто кошмарно. Ну, когда нету запаса каких-то слов, да, и чтобы побольше наговорить, наверное, для этого через каждое слово употребляется. Да. Просто вот этот человек никогда там при других обстоятельствах каких-то там работал бы где-то себя в поле, там, я не знаю, скотником, трактористом, ну, без разницы, пускай там даже с дипломатом где-то ходил бы, но Есть какая-то в оценка любом случае. его состояние примерно, какое оценивается? Здоровье, что ли? Не, финансовое. Финансово? Я даже не знаю. Ну, там очень немало, по всей видимости. Ну, это миллиарды или миллионы. Я даже не могу сказать, если есть, то Да, осведомлен, пожалуйста. миллиарды будет. Просто вот эта персона, она громоотводом является. Все вот как вешалка, да, на которую все вешают, а по сути вся вот эта политика. То есть от чеченцев в Чеченской Республике вообще ничего не зависит. Никто у чеченцев не спрашивает. Чеченцы там ничего не решают абсолютно.
Как бы это не хотели показать, о, там Кадыров за 3 дня Киев сказал. Вот Кадыров, вон в дагестанские территории, да, сюда заходят всякие их провокаторы, там, я не знаю, пешки, грубо говоря, там в 10-й какой-то степени, сюда к нам в группы заскакивают, пытаются нашу всю тему перевести на какие-то внутрикавказские конфликты, да, там чечено-дагестанские, чечено-ингушские, награничные какие-то вопросы. И там ходят, ноют вот эти люди, короче, прорусские там, якобы территории Мгм. там вот эти, которые там Сталин передавал Дагестану до этого, там после этого, Уховский район, то есть исконно вот эта территория, ну, которая нам на данном этапе вообще эта тема для нас, она третьестепенна. Она и Это болезненная будет разделять да, да. Кавказ. Да, она болезненная, но она решаемая, и она почти была решена вот, в преддверии Второй русско-чеченской войны, Мгм. потому что дагестанцы тоже прекрасно знают, чья это территория, и дагестанцев оттуда выселять никто не должен абсолютно. Эти дагестанцы должны жить на просто из чужих домов выйти они, правда, должны, потому что по сей день там есть люди, которые в чужих домах живут. То есть во время выселения, когда заселились в эти дома и так не выселились. Ну, ты же Это, понимаешь, они добровольно не уйдут. да, но им нужно будет предоставить взамен что-то там от государства как-то. И эти люди должны иметь право выбора. То есть или они в Российской Федерации будут проживать, или как бы гражданами Чеченской Республики должны стать. То есть там, чтобы их выселять с этих территорий, это, я считаю, вообще неправильно. То есть вот эти вот темы нам пытаются какие-то создать, которые вообще, вот тут они Киев отбирают у украинцев за 3 дня якобы, а тут он не может решить какой-то местечковый какой-то вопрос, да, потому что приказ сверху стоять ровно и дышать, стоять смирно и дышать ровно. То есть такая тема, только та тема, которую задают из Кремля, оттуда, там, из ФСБ, только эти темы они могут как бы исполнять. Все остальное это выходит уже за рамки их полномочий. Там же кураторы, сока, целая армия кураторов с Москвы. Что они скажут, то и Там, делают. если даже отец, вот его отец, да, вот этого Кадырова, там, бывшего вот этот мулла, муфти, если он был более начитанный человек, более, скажем так, грамотный, там, имея кое-какой опыт там, в Советском Союзе где-то вырос, да, воспитывался, то в случае его сына, это даже половины его отца там нету. То есть вот этого отца, поэтому они умышленно грохнули на стадионе, взорвали, посадили на стул, ну, или, грубо говоря, на бочку с порохом. Стадион, который полностью охранялся, там тут вдруг знали, куда Кадыров садится, какие-то 10 партизан, которые оставались на тот период, якобы они там устроили ему подрыв. Я тогда тоже в это время там в этих партизанских где-то там движениях участвовал. Это вообще нереальные какие-то вещи, чтобы на стадион там проник какой-то человек, подложил, знал, где садится Кадыров, подложить под него взрывное То устройство. есть это работа спецслужб России была? Это 100%. Они ликвидировали отца и вот этому дураку сыну все навесили. М. То есть отец, у него были свои какие-то взгляды там, он свои видения, то есть он имел свое какое-то видение вот этой ситуации, и там он не подходил одним словом. Там нужен был просто человек, ну, просто тупо выполняющий команду. Все. Мгм. Плюс еще всему миру показать,
в лице этого человека, как бы вот этот у них самый главный, да, и если самый главный у них вот такой, то остальные... Короче, это своего рода Кадыров, это даже Закаев когда-то озвучивал, но это все-таки, кто бы это ни озвучивал, пускай хоть это Путин озвучивал. Кадыров – это месть русских, месть Путина чеченскому народу. То есть это как такая правильная, тоже высказанная цитата. Я с ней согласен. Именно вот этот Кадыров и вот эта политика вся, которая проводимая сегодня во всем мире, вот, например, нападают на Мариуполь, Мариуполь полностью там подвергнули бомбежке, обстрелу, захватили его и сразу показывают туда, привели вот эту правую руку там Кадырова, Демирханова. И он начинает сниматься, там туда-сюда бегать с автоматом, там, с рюкзаком. Поснимали фильмы, а потом здесь на Западе, вот в Австрии в частности, в газетах, в желтой прессе всякое пишут, чеченцы взяли здание администрации Мариуполя. То есть уже из нас делают независимое какое-то государство. Когда ты идешь куда-то в те или иные места, да, там государственные учреждения, где ты подчеркиваешь там свою национальную принадлежность и пишешь чеченец, тебе ты должен россиянин писать, подсказывать. Хотя мы спорим здесь, пытаемся абстрагироваться от этого. Все равно нам, как бы непризнанное государство, и ты уже россиянин должен подписываться, да, там под какими-то официальными документами. А тут тебе в газетах чеченцы вот захватили. То есть вот такая вот. И это специально оттуда послы подаются, здесь на месте принимаются они, и идет некая демонизация. То есть вот такое вот дело. Так, у нас, к сожалению, эфир немного, он не по регламенту прошел, и время уже закончилось. Но было очень приятно и очень интересно. Спасибо вам, Владимир, что вы Вам спасибо все, вам спасибо. присутствовали на Вам эфире. спасибо, что пригласили. Всегда Маш Вовел, всегда приходите свободным, всегда добро пожаловать. Будет очень интересно в дальнейшем тоже. Если когда у вас будет возможность, приходите, будем общаться. Мы в основном пытаемся сейчас информационно вот так вот работу там проводить. Самая главная наша проблема – это радикализация общества, соответственно, вот эта тема, которая, скажем так, обнажает, да, вот эти все идеологические там, которые вещи, какие-то моменты, которые от нас затаивают, да, там, от нашего общества, и нам потихоньку, вот, шаг за шагом, как бы пытаются все более и более радикализировать и делают это хитро с нашим обществом, потому что люди, которые еще не полностью вот эти все идеологии, их подноготную не знают, они не воспринимают это во штыки и потихоньку, становясь заложниками вот этих религиозных деятелей, всяких имамов, мулз, так коротко я объясню, вот, например, там в религии, вот в радикальных этих версиях, там в основном предписано только подчиняться, да, то есть ты не можешь от себя там думать, что-то дополнять, твои мозги, они грязные, а вот ты должен понимать ислам мозгами вот этих вот исламских ученых и логики, короче, в этих идеологиях исламских ее нету, не существует. То есть логика это вообще чуждо. Самое важное это следовать, подчиняться и следовать.
И тут тебе открывается такое дело, что ты, если начнешь подчиняться и следовать, ты в конечном итоге, вон, я не знаю, вы видели, есть такие люди на четверинках там уже ползают, там, тоже мусульмане, и целуют ноги вот этим своим шейхам. То есть вообще в итоге превращаются в каких-то полуобезьян. И вот это, оно, просто общество не понимает, что это не за раз-два происходит. То есть это за 2-3 поколения к этому приходят, когда тебя полностью отключают от размышления, от свободы мысли, там, от полностью анализа, да, того, что тебе говорят. Тебе это запрещают, вот ты должен слушать, исследовать, и, соответственно, человек становится там, полным овощем, исполнителем вот этих всех предписаний, скажем так. И вот это важно, чтобы тоже понимали люди и слишком туда хотя бы анализировали, далеко, глубоко туда не уходили в это дело, да, ну, понятно, что там человеку нужно, духовность нужна там, но в данном случае вот эти идеологии, они, к сожалению или к счастью, я не знаю, они призваны к тому, чтобы уничтожить все национальное и управлять людьми. А это непозволительно, короче. Вот люди, которые понимают это все и бездействуют, видя, что в адрес их народа это применяется, это тоже уже как бы умышленное там содействие, да, там уничтожение всего национального. Короче, вот такая вот у нас просветительская в основном работа. У нас есть еще здесь чат, радио Маршу называется. Там мы вообще 24/7 он включен. Ну там, правда, разные люди с матом заходят, там контролировать сложно это, да. Тоже в целях информации такой существует канал еще один. А тут вот у нас чисто политическая тема, да, политическая, такая более, я не знаю, ну, более политическая тема на данном канале, в данном чате. Вот такое вот дело. Радио Маша в скобках «Свобода». Радио «Свобода». Да-да, Машу, вообще чеченское слово Машу означает свобода. Это для нас очень важно. У нас вообще в нашем чеченском приветствии мы друг друга приветствуем словом Машу. Маш Ойл, приходи свободным. Маш Ойл, иди свободным. Маш Ойл, Уходи свободно. да, Маш Ойл, оставайся свободным, живи свободным. Короче, все вот с этим связано у нас. То есть человек, который желает свободы себе, он желает свободу и всем остальным людям. Вот как-то так. Поэтому, к сожалению, вот у нас Вообще, скажите мне, а подмен... вообще, что вам известно о чеченском алфавите? Он был утерян или как, или что было? Что? Чеченский, что? Алфавит. Он был утерян или что, как? Я слышал, что был в свое время чеченский алфавит, который был утерян или был искусственно уничтожен. Что-то такое я слышал. Ну, там есть разные версии, но есть, Клинопись, первая это клинопись была. есть версия, что мы и ваши использовали, да, вот то, что вы используете, тоже на свой лад использовали. Не версия, а на каком-то этапе тоже это использовалось. Ну вот, к сожалению, с приходом вот этого уже ислама, да, мы утрачиваем имена, и потом перешли там где-то на арабскую вот эту вязь, потом с приходом русских перешли на латиницу, потом перешли на кириллицу, и, короче, у нас полностью разрыв вот этой связи произошел там. И плюс полная оккупация нашего государства, а последнее, то, что с нами, нас уже добило, это было вот это геноцид в 1944 году. Он, для нас он геноцид, потому что по подсчетам наших там, ученых более 50% населения, если уничтожают по национальному признаку, то это
как еще назвать, если не геноцидом? Если в случае с другими высланными народами, у них, конечно, выселение это для всех была трагедия, и убийство и все, но в нашем случае у нас вот в этих скотских вагонах, да, там потом на каждой остановке трупы оттуда выкидывали, потом, когда туда уже привезли в холодные вот эти степи, когда там посадили людей, там от холода тоже погибли от холода, потом 2 первых года голодом морили, даже на поле, когда ребятня шла собирать семена после уже вот этого, когда обработали уже, да, все, их умышленно оттуда эти сторожа прогоняли. То есть вот эти семена, колоски, они же никому как бы не мешает это, да, то, что осталось там попадало. То есть это умышленно, чтобы морить голодом людей. И вот в результате всего вот этого, ну там еще при усилении, там есть места, где сжигали там целыми селами, там как в Хайбахе, там более 700 человек, конюшни сожгли, потом некоторых сбрасывали там с обрывов, просто расстреливали больных каких-то там старых и так далее. Вот, ну я сейчас туда ушел, в это усиление, да, я что хотел Не сказать, что выселение. Не выселение, геноцид, неправильно. Это но выселение. геноцид с Геноцид. выселением, да, это как бы все вместе. Выселение это другое понятие. Это Да, взяли тебя, перевесили. на А этот здесь не период, переместили, здесь да, 60% даже населения убили. вот наши чурты, надгробные камни, их тоже умышленно они полностью Разрушали. собирали, да, из Строили них строили бордюры, дороги, дороги да, строили. короче, вот такое, потому что там же тоже петроглифы, надписи, это все, оно же исторически оставалось, да, ну вот это, даже это попытались там уничтожить, потом большинство башни вот этих наших сигнальных, там, военных, Башенных их, комплекс. Башенных да, комплексов да, целых их поразрушили, разрушали. потом всю нашу литературу, которая на тот период, да, там на арабском, вот это, на На латинице. персидская вот это, да, арабская или персидская вот эта вязь. Все это собрали, это сожгли там в Грозном, говорят, даже дым, огонь там в этом, в Осетии, у них это с Владикавказа даже видно было, когда они жгли это все. У нас это Тепташ называется, книги. Вот такое дело. Архивы все Последнее, сожгли. да, последнее, скажем-то. Потом все вот это имущество, там какие-то древние сабли, оружие, да, там, я не знаю, кувшины, все, полностью все, да, все они полностью. Последний вот этот штрих, которым они нас добили полностью. Но я думаю, что поскольку вам больше 1000 лет, вам надо будет обратиться в армянскую церковь в Эчмиадине. Там очень много реликвий, всяких реликвий многих и многих народов, которые сотни и сотни лет. Вы, возможно, в Армении какие-то артефакты найдете в отношении Чечни. Надо вам просто этим делом заняться. Потому что, как бы вы ни говорили, что бы вы ни говорили, народ формирует ее реальная история. Понимаете, почему а, турки, там, многие другие, вот казахи там и так далее, многие другие народы очень серьезно обеспокоены историей. Они ее придумывают, пишут. Вот сейчас скажут, армяне поэтому так говорить. Наши соседи на ваших глазах пишут историю, да, свою. Как им захочется. Вот так пишут, что им там уже чуть ли не 700 лет там и так далее. И если вы просто даже, любой из вас зайдет в интернет, откроет, напишет карта древнего мира, не надо писать. Без привязки, просто карты древнего мира. Вы увидите, что никого из них там нету. Но люди борются за историю, потому что история формирует нацию.
от того, что сколько мы не будем говорить и так далее, вы не будете говорить, пока вы, чеченский народ, со своей элитой, м, не займетесь национальной историей, вот поверьте, ребят, я от чистого сердца вам говорю, я говорю вам профессионально, вы успехов не добьетесь. История формирует народ и переформатирует ее мировоззрение, которое насаждали совершенно другим образом. Я помню, я учился в школе в Советском Союзе. Единственное, что я слышал о северокавказских народах в школе, это что эти дикие горцы 100 лет воевали с царем, там, Шамиль там, и так далее, что дикие горские народы и советская власть сделала их людьми. Вот это я изучал в советской школе. Вы дагестанцы, аварцы, там, все остальное. Дикие народы, которые благодаря им в Советской империи вы стали народом. Я не слышал ни там, ну, Расула Ахматова там, я знаю, там, да, там, ну, есть аварские там писатели, там, поэты и так далее, там, Лезгинский. Я не слышал, чтобы мне в советской школе рассказывали про чеченского поэта или писателя. Зато я слышал, что поскольку немцев встречали хлебом, что это урок истории был советский. Поскольку чеченцы встречали немцев хлебом и солью, Сталин решил их эвакуировать, чтобы они там не перешли нас. Это преподавалось мне это в школе. Когда я пришел, сказал, папа, а что у нас в Советском Союзе только предателей было? А папа мне на ухо сказал, дома, на ухо, чтобы ГКБ не услышал. Он сказал, дуракам в школе не верь. Это я сказал, как пап? Чеченцев там, ну, Сталин там арестовал, там это. Он сказал, дуракам не верь. Такого не было. В общем, Так я что, если они не дошли до Чечни, если они не дошли до Чечни, о каких встречах немцам можно говорить? ну я же, Их на подступах вы же Чечни помните, да, остановили. вы же помните, как это писалось, да? Вы же помните почему? Говорят, чеченцы их встречали там с буркой на коне, помните, да? Как это Ну преподносилось? да, белый, золотой упряжью на белом коня подарили. Это всем они приписывали. Если они не дошли, как мы могли с белым конем Нет, встречать? поэтому я Простой пришел к вопрос. папе, говорю, ну я же на войне не был в 41-м и 42-м тоже. Я пришел, говорю папе, пап, а что там говорят, вот нам учитель истории, там была у нас учитель истории Нина Михайловна, фронтовичка. Она была фронтовик. Она рассказывала, что чеченцев, потому что встречали с хлебом и солью немцев. Я ребенок, что, в школе, 4 класс, урок истории. Пришел, говорю, пап, вот так, так, так. И мне папа сказал, очень прямо дома, но на ухо. Дуракам не верь. У чеченцев было очень много героев, а многим еще и не дали, потому что были чеченцами. Это мой отец мне сказал, у которого 2 брата погибли на фронте. Так формировался образ чеченского народа и северокавказских народов. Либо дикие дикари, которые воевали, либо предатели. Вот. Никто не говорил, что древние армяне со времен Урарту, омывало несколько морей, это царство, которое писало о чеченском народе. Если это был бы незначимый народ, такое огромное царство Урарту, которое граничило в Греции и с Римом, она бы в жизни не написала, ну, есть народы, есть, но какие народы были. Вам надо прийти к формированию нового образа чеченца.
Это должна быть вашей стратегией. Это ваша стратегия, новый образ чеченца. Чеченцы цивилизации, которому не 100 лет, и многим народам вы можете сказать: ребята, когда мы были, у вас еще копчиков не было, у вас хвосты были, и вы висели на деревьях. А мы уже были, о нас уже говорили. Поэтому чеченская интеллигенция, патриоты должны формировать, это ваша стратегия, новый образ чеченца. И это очень важно. И вы посмотрите, как все это пойдет. И хочу сказать, в этом вопросе мировая армянская диаспора вас всегда поддержит. Мы достаточно сильны в мире. В Америке 1,5 миллиона. И у нас там очень мощные организации. Кстати, сегодня у Трампа самое проармянское правительство за всю историю США. Во Франции нас почти 700 тысяч. И так далее. Тут мы можем быть с вами солидарны. Мы, вы, ассирийцы, курды и так далее. И многие те народы, которые подвергаются гонениям. Тут мы можем быть с вами вместе. Но вы, как чеченцы, должны заняться стратегией. Не тактическими вопросами, не решением тактических задач, не решениями локальных задач, а стратегической задачей. Стратегическая задача – это новое имя о чеченцах. И доказательства у вас выше крыши. Вам этим надо заняться. Все остальное вам не поможет и вас не спасет. Как говорят у нас в армии, доклад окончил. Либо вы все заснули, Нет, нет. либо еще перевариваете. Да, да. Скорее всего, Не, не перевод. заснули. Тогда может у вас возникнуть вопрос. Вообще, по сути своей, мы, армяне, мстительный народ. У некоторых может возникнуть вопрос: а что это? В свое время против вас воевали, тут Азербайджан. Что тут? Армяне хотят нам там помочь и готовы помочь. Сразу хочу сказать лицам, которые могут в этом усмотреть какой-то умысел, тем более, что вы сегодня еще не независимая республика чеченская, а активисты, патриоты. Никакого умысла у меня нет. Вся моя философия, все мое мировоззрение, потому что мой народ через это проходит. Мы проходим через это столетиями, тысячелетиями. Всегда мы в таком состоянии. Я считаю, что нету такой силы в мире, ее не может быть, она не может существовать, которая может подавить тот или иной народ, стереть ее историческую память, попытаться развернуть ее в другую сторону, создать ей какой-то другой имидж, уничтожить самоидентичность, разрушить культурные и национальные ценности и произвести ценностные сдвиги. Это те императивы, которые сегодня двигают. Нету такой силы, и никто не имеет права это делать. Каждый народ уникален, каждый народ самобытен. Я вам и даже Азербайджан и Турция уникален и самобытен. Потому что я говорю как человек и как политик. Если я не буду к этим вопросам относиться объективно и буду врать и вводить в заблуждение свое общество, свой народ, грош мне цена. Даже мой противник имеет право на самобытность. Я уж не говорю, я человек цивилизации. Не цивилизованный, а цивилизации.
как нация. И понимая, изучаю историю моей страны, историю региона Малой Азии и Ближнего Востока, и все время я приходил к одному выводу. И я воевал за свою страну, я проходил войны, я в кабинетах не сидел, даже когда был в аппарате президента, несмотря на то, что я возглавлял спецоперации, но я никогда не мог сидеть в кабинете. Мне было 27 лет, я уже занимал такой пост. Я всегда был на передке. Я был на передке с оружием. И я знаю, как формировалось мое государство. Я один из тех, кто принимал участие в строительстве современной Армении. Но я знаю, что мне рассказывал мой отец, моему отцу и его, мой прадед, прадеда, прадед и так далее. И мы это всегда четко понимаем. Ужас. А там стоят. Так, это только у меня? Да. Так, не, у Эдуард. меня. Значит, я что хочу сказать. Никто не может никого подавлять. Абсолютно. А, И вы должны, смотрите, вы говорите, независимая Чечня, избавление от империи и так далее. Вы никогда не придете к этому, если ваше поколение подрастающее и не будет знать своей настоящей культуры, своей настоящей истории. И вам, чеченцам, нужно уйти от образа боксеров, борцов и воинов. Вам нужно прийти к образу чеченцев цивилизации. Чечня — это цивилизация. Это должен быть ваш слоган. Пока в каждом доме каждый маленький ребенок не будет знать историю свою, древнюю. У вас есть древняя история. Если мы о вас писали 1000 лет, значит, не просто так наши мужи уже в то время о вас писали. Ну, так не бывает, понимаете, ребята? Не могут большие государства, у которых омывают 4 моря. Кстати, мы имели и Средиземное море, и Восточное Средиземное море, и Черное море, и Каспийское море омывало государство Урарт. Каспийское — это значит рядом с вами. И значит, были пересечения. И если империя писала про вас, значит, что-то было. Вот это что-то надо найти. И это что-то надо положить на стол своим поколениям и показать, с каких времен о вас писали. С каких времен. Пока в каждом доме, как в армянской семье, каждый армянский ребенок, вы приедете в Армению, вам не расскажут про все войны, начиная от Тиграна Меца, от Тиграна Великого. Вы ничего не сделаете, потому что вы должны прийти к формированию своей нации и общества с новыми видениями, новыми идеями, новыми цивилизационными подходами. И когда это станет национальной идеей, а идею формирует история. Ничего, вот новая история СВО вас не сформирует. Война 93-го года, как бы вы там мужественно не воевали, вас не сформирует. И вас, как воинов, борцов, боксеров, стамбистов, шангистов, это не сформирует. Знаете, все вот это формирует из вас неких людей-кибер, которые должны только драться, стрелять и убивать. Вы понимаете, какой образ вам формирует? Я надеюсь, понимаете. И такой образ он везде формируется. И вот эти вот тупые выражения «Аллаху Акбар, воюю с украинцами» — это еще хуже, чем все остальное. Когда ваше поколение вот на таких эфирах, не со мной, с вами, у вас очень хорошие эфиры и на антитерроре и так далее, когда вы будете постоянно это пропагандировать, создадите свои каналы в интернете и будете изучать свою собственную древнюю историю, не надо вам современная вам ничего хорошего не дала. Древнюю историю. Через древнюю историю вы придете к новой нации. К новой нации. Мы тоже армяне новые нации. Мы каждый раз новая нация. Потому что не надо бояться и
обижаться на слово «новая нация». Мы тоже новые нации, мы каждый раз становимся новой нацией, потому что каждый раз нас заставляют с оружием в руках. Смотрите, мы живем в страшном окружении. Каждый раз мы формируемся заново и заново, без всякой помощи. Маленькая нация, страна, но каждый раз с оружием в руках против превосходящих сил. И каждый раз для нас это новая нация. Каждый новый этап, каждый новый шаг. Но что нам помогает, ребята, воевать? Знаете что? Наша история, наши прадеды, на которых мы равняемся. И наша наука, и наша культура, и наша история, литература, музыка. Все основано на исторической памяти к нашим предкам. А Советская империя и так далее формировали вам совершенно другие нарративы и другую историческую память. Они вас дальше 19-20 века и 18, там 18, 19, 20 век максимум. Они вас дальше этого никуда никогда не пускали. И всегда через призму дикие племена воевали с русским царем. Все. А вот уже уходить на 16, 17, 15, 14, 6 век, как я вам недавно прочитал, они вас не допускают. Вот здесь, когда вы добьетесь успеха, все, остальное считайте у вас по маслу. И я в Советском Союзе еще, будучи ребенком, садился папе на колени, и он мне рассказывал историю Армении, историю древних войн. Уходил далеко-далеко в прошлое. И так это в каждой армянской семье. У вас должно быть то же самое. Не позволяйте из себя в мире создавать образ драчунов, борцов, воинов и так далее. Ну, скажу честно, нравится, не нравится. Рамиль Басаев не просто так ушел, он понял, что он пришел туда, где есть войны. И он знал, что мы воины. Поэтому он увидел, он убедился. Вот, собственно, на своих отрядах он убедился. А, и хочу сказать, что не только чеченец воин, но, может быть, и армянин воин, и дагестанец, и аварец. Но смотрите, из всех нас, воинов, в пропаганде выбрали только вас. Формируют такой образ. Сначала формировали чеченский след, потом чеченский терроризм. Это все, смотрите, отдельная форма. У всех исламских террористов есть так. Исламские террористы. Туда попали все исламские страны. Смотрите, они стали отдельно, но внедрили формулу. Чеченский след и создали в новую терминологию и формулировку чеченский терроризм. До этого мне создавали другой образ в детстве. Дикие племена, воюющие против русского царя. Во время войны образ предателей. Смотрите, никто глубоко вас не отпускает, чтобы вы не уходили. Поэтому в конце хочу сказать такую вещь. Через формирование, изучение своей собственной истории автоматически, невзирая на Кремль, Вашингтон, Лиссабон, не знаю, ЮАР, там, не знаю, никого, все начнет перестраиваться. Это даже не будет зависеть от вас. Это люди начнут гордиться другими вещами. Вот совершенно другими. Ваша история, она вас пробудит. И вы придете к тому, к чему должны прийти. Вот у меня на эту тему. Все, извините, что так долго и заострил ваше внимание вот на таких вещах. Дмитрий, хорошо. Можно вопрос задать гостю? Ну, на сегодня уже, наверное, закруглимся. Я буквально просто пару слов хотел бы сказать. И вот мне было бы Мгм. интересно мнение послушать нашего армянского гостя. Только Вот не про Азербайджан, ладно? Ладно, кто-то уже выключил другого гостя. Просто Я так уже понял, потому что было про Азербайджан, скорее всего, я угадал.
Да, там уже 5 часов у нас эфира, просто за регламент уже вышло. Но было очень интересно. Да, надеюсь, в дальнейшем еще будем общаться. Тогда на сегодня уже как бы мы завершим сейчас этот эфир. Кто хочет дальше там общаться, высказаться, все знают, что есть чат Радио Машу. Пожалуйста, могут переходить туда. Еще раз спасибо вам, Владимир. Спасибо. Да, Спасибо вам за внимание и за терпение моих всего длинных речей. хорошего. Маршу армянскому, всему народу свободы и всем другим народам, которые к свободе стремятся. Машу маш, ой. Берхел. Берхел, да, Иисус. Отключаю.